Это был самый странный саммит, наверное, за всю историю холодной войны. Саммит проходил в бассейне. Они прям сидели в бассейне? Да, Маргариту Симонян тоже взяли. Так какова была роль Абрамовича? А что бы американцы сделали, если бы мы нанесли ядерный удар по Китаю? А меня все-таки выгнали из партии за неуплату членских взносов. Что-то вот Ельцин вам замещал охранять Россию. Вот сейчас, когда летят украинские дроны и так далее, вы думаете, как лучше стало? Наш раскол продлится 10 тысяч лет. То есть Россия теперь не считается, что ли? Он просто был пьяный, напился, поэтому несет какую-то чушь. Как бы это так поприличнее выразиться. Говорить как было. Он сказал: Сегодня мы говорим о холодной войне, эпохе, когда цензура и пропаганда по всему миру работали на полную мощность, а доступ к информации извне получить было крайне непросто. Звучит знакомо? Россия с ее нынешними блокировками, кажется, уверенно двигается именно в этом направлении. Поэтому именно сейчас важно выбрать сервис, который возвращает доступ к свободной информации и смог пережить уже не одну волну блокировок. VPN наружу именно такой. Сервис создан командой, которая хорошо понимает, как работают блокировки в России. Отдельный плюс – умная маршрутизация. На российские сайты трафик идет напрямую, а доступ к зарубежным ресурсам сохраняется. Госуслуги, банки, маркетплейсы – все это работает одновременно с заблокированными сайтами, без танцев с настройками и переподключениями. Попробовать можно бесплатно 7 дней без привязки карты. Одна подписка, 10 устройств. Хватит и на семью, и на друзей. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране и устанавливаем надежный VPN наружу. Сергей, вы один из самых авторитетных и уважаемых в мире специалистов по холодной войне. И с этим, собственно, мы к вам пришли. Но, насколько я понимаю, ваша теория холодной войны отличается от общепринятого или от того, что нам рассказывали в школе, что холодная война – это некое глобальное противостояние русских и американцев. Это вам так рассказывали в школе? Ну, в общем, да. Ну, мне кажется, что обычно представляют холодную войну это как противостояние коммунизма и капитализма. Им, по крайней мере, так представляют и представляли ее на Западе. Что это было две системы, одна коммунистическая, одна капиталистическая. Они ненавидели друг друга. Вот, и воевали за политические идеалы, а не за деньги. Ну, деньги там, наверное, даже ни при чем. Ну, геополитические вопросы, конечно, были, идеологические вопросы тоже были. То есть холодная война – это было такое глобальное противостояние, всестороннее, которое коснулось всех сторон жизни. Вот, и единственное, о чем спорили историки, это то, почему произошло это противостояние. Многие считали, что это идеологическое противостояние, что если бы не было коммунизма, то, может быть, и не было никакой холодной войны. Вот, а у меня книга немножко по-другому подошла к этому вопросу. Ну, не то, что я совсем отбросил идеологию, она у меня там есть, конечно, но я просто ее по-другому представил. Вот об этом и о неназванных участниках этой холодной войны, о которых вы тоже пишете, мы и поговорим. Готовы? Конечно, спасибо. Мы в Кардифе. Это столица Уэльса, который внутри Великобритании. Что мы здесь делаем, Сергей? Как я здесь оказался? Как я здесь оказалась? Я жил в Китае где-то 4 года. Ну, если учитывать тот период, который я провел в Гонконге. И примерно в 2013 году у меня появились некоторые проблемы, скажем так, с китайскими властями. Я слишком много говорил о том, о чем надо и не надо. И в результате появилась возможность уехать оттуда. И я использовал эту возможность и уехал на запад Уэльса. Такой небольшой университетский городок, который называется Аберистуэс. Это было просто прекрасно на берегу моря. Это очень напоминало мне Сахалин, где я вырос. Это единственное место в России, которое более-менее понимаю. Из Аберистуэса я потом переехал в Кардиф. Это просто прекрасное место. Если вот буквально 15 минут выехать за город, вы увидите замечательные склоны гор. Ну, они не такие же высокие горы. Овечки там пасутся, потом море с другой стороны. Это все располагает к таким философским рассуждениям, наверное, или просто
к тому, чтобы радоваться жизни. Маяк. Воздвигнут в честь экспедиции Роберта Скотта, который был исследователем Антарктики и погиб там в 1912 году. Его экспедиция, последняя экспедиция, выходила из Кардиффа, не конкретно отсюда, откуда-то там из доков, но вот была такая история. Следующие несколько минут будут особенно полезны, если, к сожалению, против вас или ваших близких возбуждено уголовное дело в Соединенных Штатах Америки, вы столкнулись с экстрадицией, федеральным расследованием, арестом активов, замороженной криптовалютой, санкциями США или гражданским спором в Америке. Ну или, наконец, вам необходимо взаимодействовать или сотрудничать с правоохранительными органами США. В таких случаях очень важно иметь грамотного адвоката, который понимает американскую правовую систему, ведет дела в федеральных и штатных судах, а также учитывает особенности дел клиентов из стран СНГ. Адвокат Игорь Литвак из Нью-Йорка представляет интересы клиентов по всей территории США в сложных федеральных и штатных, уголовных и гражданских делах. Он помогает клиентам, находящимся как в Соединенных Штатах, так и за пределами США. Игорь Литвак живет в США с начала 90-х годов, получил американское образование и профессиональную подготовку в области судебной защиты, включая ведение дел перед судом присяжных. Он проходил обучение в Temple University, одном из самых известных университетов США в области подготовки адвокатов к судебным процессам и выступлениям перед присяжными. Адвокат Литвак также проходил практику в прокуратуре США, что помогает ему понимать подход государственных органов, логику расследований и стратегию стороны обвинения. Если против вас открыто уголовное дело в США, адвокат Литвак имеет опыт разрешения таких дел без необходимости приезда клиента в Соединенные Штаты. А в гражданских делах он помогает защищать интересы клиентов, связанные с активами, коммерческими спорами, судебными процессами и другими правовыми вопросами в США. Оплачивать юридические услуги можно самыми разными способами, включая криптовалюту. По ссылке в описании контакты в WhatsApp, Telegram и Signal, по которым можно связаться с Игорем Литваком, а также сайт со всеми деталями. Если бы вы сегодняшнему подростку, для которого это словосочетание такое немножко что-то из прошлого века, в нескольких предложениях пытались объяснить, что такое холодная война, что бы вы сказали? Ну, вы знаете, во-первых, в последнее время холодная война, кстати, стала достаточно популярным термином. Горячая тема. Горячая тема, и потому что кажется, вроде как будто происходит какое-то новое противостояние, и некоторые, я думаю, большинство историков все-таки не согласятся с тем, что это новый виток холодной войны, это что-то другое, потому что вот здесь нет коммунистической составляющей, там нет такой борьбы идеологии. Но, тем не менее, мне кажется, даже, я не знаю, может быть, подростки сейчас и ничего не знают про сегодняшнюю ситуацию, там занимаются ТикТоком, или я не знаю, чем они занимаются, да, но все равно вот словосочетание «холодная война» на слуху у людей. И, соответственно, появляются ассоциации. Что мы знаем о холодной войне? Холодная война, которую мы пережили, то есть которая закончилась вроде как в 89-91 годах, это было глобальное противостояние двух систем, капиталистической и коммунистической, за геополитическое влияние в мире. И холодная она была потому, что у этих двух систем и у двух центров принятия решений было ядерное оружие, и они не могли просто идти на развязывание горячей войны. То есть холодная война берет начало после конца Второй мировой войны и длится до конца 80-х. Ну, тут разные есть теории. Есть такая теория, что холодная война началась в 1917 году после революции в России, потому что тогда вот появилась страна, которая приняла коммунистическую идеологию в качестве руководящей своей идеологии. Если делать упор на идеологическом противостоянии, то можно сказать, что уже тогда что-то там было. Да? Почему это, в принципе, не воспринимается историками, за исключением нескольких? Потому что до конца Второй мировой войны Советский Союз не был таким серьезным противником, как стал в 1945 году. В 1945 году что мы имеем? Советский Союз – это фактически, во-первых, империя, во-вторых, страна, одержавшая победу во Второй мировой войне, которая не имела фактически равных себе в Европе. И уже тогда у советских руководителей было такое восприятие себя как сверхдержавы. Они победили.
против немцев, фашистской Германии. Извините, такой провокационный немножко вопрос, но тем не менее, как считаете, они бы справились без Второго фронта? Ну, здесь не только дело во Втором Такая фронте. спекуляция Там же была немножко... там Да. ленд-лиз и так далее. Да. Да? Ну, тогда победу не делили. Вроде как это была общая победа. Понятно, что там 75% дивизий Верхмарта были разгромлены Советским Союзом, но Америка оказывала помощь, поддержку. И понятно, что первые, скажем, если брать первые 2 года Второй мировой войны. Если считать, что Вторая мировая война началась в 1939 году. Да? Кстати, многие китайские историки скажут, что это чепуха. Для китайцев война же началась в 1937 году. В России считают, что она в 1941 началась. Здесь в Великобритании считают, что это в 1939 было начало. Так вот, первые 2 года, с 1939 по 1941 год, Советский Союз вообще не принимал участия. Но если даже и принимал, то скорее на стороне Германии, потому что помогал Германии, да, после заключения пакта Молотова-Риббентропа. Справился бы Советский Союз без Америки? Мне кажется, нет. Потому что если вы посмотрите на течение Второй мировой войны, были моменты в конце, скажем, в декабре 1941 года, с октября по декабрь 1941 года, когда немцы уже фактически стояли под Москвой, когда Советский Союз находился на грани поражения. Ну, трудно, конечно, сказать, что там произошло бы, если бы немцы захватили у вас Москву, я не знаю. Но мы говорили о другом. Мы говорили о чем? Что в 1945 году все-таки они одержали победу, и уже тогда это не только изменило статус, но и восприятие руководством Советского Союза своей роли в мире. Да, потому что уже начиная где-то с 1943 года в МИДе Советского Союза организовали специальные комиссии. Одну возглавлял Иван Майский, он в свое время был послом Великобритании. Другую Максим Литвинов возглавлял, который был тоже там комиссаром иностранных дел в свое время. Вот. И они пытались представить, как вообще будет выглядеть мир после войны. И тогда они писали разные доклады, которые отправляли Молотову, Сталину. И в этих докладах представлялась такая ситуация, что Советский Союз выходит из войны победителем. Фактически Европа попадает под влияние Советского Союза. И вопрос только был в том, как далеко распространялось бы это влияние. Там были такие представления, что, может быть, до Швеции, например. Фактически всю континентальную Европу советские руководители, или, по крайней мере, вот эти вот люди, которые планировали послевоенное будущее, представляли под советским влиянием или, по крайней мере, в тени вот Советского Союза. Амбиции такие были. Тогда, почему мы говорим, что вот холодная война началась после Второй мировой войны? Потому что это действительно у Советского Союза была такая мощь. У Советского Союза не было реальных противников в Европе. И тогда американцы, конечно, поняли, что этому надо противостоять не так, как это делали в 30-е годы. Там какая-то коммунистическая угроза, они боролись с ней. Вот, а именно в геополитическом плане необходимо было как-то вот зажать Советский Союз, чтобы они слишком далеко не расширились. Американцы в 1945 году не знали, что вообще делать в отношениях с Советским Союзом. Когда президентом был Рузвельт, проходила Ялтинская конференция, они пытались со Сталином договориться. Сталин вроде бы тоже как готов был идти на какие-то компромиссы. В октябре 1944 года он встречался с Черчиллем в Москве, когда Черчилль предложил ему разделить сферы влияния на Балканах. Он дал ему бумажку, сказал, вот смотрите, вот список стран, вот здесь вот будет советское влияние, здесь будет английское влияние. Американцам про это не скажем, потому что они там не любят такой империализм. Между нами мы как бы решим. И Сталин готов был пойти на это. И, например, когда в Греции коммунисты пытались организовать восстание и просили помощи со стороны Советского Союза, на первых порах Советский Союз отказывался предоставлять помощь. Можно сказать, что Сталин был реалистом и готов был на какой-то вот такой компромисс великих держав. Но, тем не менее, у него тоже были свои представления о зоне безопасности Советского Союза, в которую он хотел включить такие страны, как, например, Польшу. Я вот недавно, буквально на днях был в Польше, и с поляками мы обсуждали тему Ялтинской конференции. Они говорят, конечно, для нас это ужасное слово Ялта, потому что нас предали союзники, мы остались за железным занавесом. С другой стороны, необходимо тоже задать вопрос, а что могли сделать тогда американцы или англичане? Что они могли сделать? Они ничего не могли сделать, потому что Советский Союз контролировал Польшу, Советский Союз контролировал Венгрию, Чехословакию, Румынию, Болгарию.
И после прихода к власти Трумана, Труман сначала не хотел, в принципе, признавать вот это вот советское влияние. Он пытался даже как-то давить на Сталина, потому что в 1945 году американцы получили ядерную бомбу в свое распоряжение. И тогда они думали, что пройдет достаточно долгое время перед тем, как Советский Союз сможет получить. Они же не знали, что Советский Союз получает всю информацию о американской ядерной программе от своих шпионов, которые работали в Манхэттенском проекте. Поэтому было такое представление, что Америка – это такая сверхдержава, разбомбили Хиросиму и Нагасаки, значит, можно будет надавить на Советский Союз. Труман представлял себе дело так, что в 85% случаев Советский Союз должен будет уступить, потому что у американцев есть карты. Есть бомба. Да, есть бомба. Но вот Сталин не пошел на это. Он посчитал, что лучший ответ на вот такое психологическое давление – это полный отпор. В Лондоне во время конференции министров иностранных дел в сентябре-октябре 1945 года именно это и произошло. Когда американцы стали продавливать свои идеи, у Советского Союза тоже были там свои. Например, они хотели колонию для себя в Африке. Американцы не пошли, не согласились на это. Сталин со своей стороны сказал Молотову, чтобы тот вообще не отступался от советских претензий, никаких уступок не делал, своим американским коллегам. Почему? Потому что если сделать одну уступку, американцы подумают, они делают уступки, потому что они боятся, что у нас есть ядерная бомба, и тогда надо еще больше давить на них. То есть вот Сталин он психологом, был неплохим. Он прекрасно знал, как играть в эту игру. Он лучше в нее играл, чем американцы. Американцы думали, что он будет делать уступки. Он сказал, нет, я не буду. Именно потому, что он, наверное, боялся того, что если он сделает уступки, американцы подумают, что это сделано именно под давлением и усилят давление. Но это еще и значит, что, если так правильно поняла вашу книгу, что Сталин вообще ни секунды не верил в то, что коммунистические идеи все еще могут будоражить и Европу, и Америку. Мне кажется, в какой-то период он верил в это. Где-то вот с 45-го до, может быть, даже до 47-го года он, может быть, в это верил. Почему? Потому что Советский Союз вышел из войны победителем. Советский Союз был популярен. Например, в таких странах, как Франция, Италия, коммунистические партии были очень сильны и претендовали на места в правительстве и так далее. А потом все как-то потихоньку сошло на нет. В Восточной Европе стало очевидно, что без подделки выборов коммунистов никто не выберет. То есть уже, например, в июне 1946 года был проведен референдум в Польше, и необходимо было во время этого референдума фактически избивать активистов оппозиции. Советское Министерство государственной безопасности занималась всем этим, то есть уже было очевидно, что люди сами по себе не пойдут и не станут голосовать за коммунистов только через подлог. И тогда Сталин пришел к той идее, что, наверное, коммунизм все-таки придется насаждать силой. Но вы считаете, что виновником основным начала холодной войны все-таки был Сталин? Вы знаете, есть разные теории, историография существует вообще, того, почему, с чего началась холодная война. Есть такая традиционная теория, традиционный подход историографии, который фактически говорит о том, что Сталин с его идеями о том, как проводить революцию во всем мире, как распространять коммунизм и так далее, он виновен в начале холодной войны, потому что он проводил политику экспансии. И американцы, когда они противостояли этому, это было с их точки зрения защитной такой меры. Им необходимо было просто противостоять коммунистической экспансии. Вот это традиционная интерпретация. Потом, в 60-е и 70-е годы прошлого века, появилась такая ревизионистская теория школы историографии, которая говорила о том, что, в принципе, американцы тоже пытались проводить свою какую-то экспансию. То есть, например, указывая на план Маршалла, говорили о том, что это политика экспансии доллара, что Сталин боялся этого, и его политика экспансии это фактически была защитой от американской политики долларовой дипломатии и так далее. Но в моем анализе я склонен скорее винить Сталина, потому что он был таким очень жестоким человеком, который не верил, по сути, в сотрудничество долгосрочное с какими-то другими державами. Никому не доверял. Ему тоже нельзя было доверять. Есть такая пословица, что аппетит, это французская пословица, аппетит приходит во время еды. Если бы американцы тогда, в 45-м, 46-м, 47-м году, не стали бы нажимать на Сталина,
Вопрос так стоит. А что бы сделал Сталин, если бы была возможность проводить советское влияние, распространять его каким-то, там, заниматься какой-то экспансией? Я думаю, что он пошел бы на это. По крайней мере, мы не знаем, пошел бы он или нет, но самая безопасная политика со стороны американцев была все-таки противостоять этому, потому что если бы они, допустим, не противостояли, а Сталин бы оказался таким прекрасным человеком, да, как Путин как-то сказал, белым и пушистым, то тогда хорошо, замечательно. Но если бы они не стали противостоять этому, а Сталин на деле оказался бы реальным империалистом и проводил бы политику экспансии, то тогда было бы слишком поздно уже. Поэтому американцы, поняв это, уже начиная где-то с 1945 года, пытаются противостоять Сталину. Джордж Кеннон написал, да, свою вот известную длинную телеграмму. И это ведет к политике сдерживания, то, что называется containment policy, да, политика сдерживания в отношении Советского Союза. Мне кажется, это просто было необходимо. Они не доверяли Сталину, как мне кажется, они правильно не доверяли ему. В вашей биографии для меня куча загадочных мест, но самое начало ее вполне загадочно. Вам 15 лет, и в 1995 году вы из городка Корсаков вдруг оказываетесь в Великобритании по обмену. Да как это возможно? Нет, смотри, во-первых, не в Великобритании, а в Соединенных Штатах. Что еще дальше? Да, это еще дальше. Я оказался в городе Маршалле, в Восточном Техасе. Это такое место, которое во многих отношениях напоминает Сахалин. В каком-то плане оторванности от центра. Техас, он оторван от, скажем, восточного побережья, там, где элита вся живет, да, это где-то, это другая страна какая-то. И приехав туда, я ощутил себя вот частью этого мира, это было достаточно интересно. Это была программа обмена, называлась «Акт в поддержку свободы». Была такая американская программа. Сутью этой программы было то, что брали детей по всему Советскому Союзу бывшему, включая там из России, из Украины, везли их в Америку на 1 год, селили их в американские семьи. Идея была, такого небольшого промывания мозгов, чтобы потом отправить их обратно в Россию или там в Украину, еще куда-то, чтобы они строили демократию, процветающее общество. Многие были очень интересные ребята, которые участвовали в этих программах. А как вы туда попали? Вот эта программа, она работала по всей России. То есть из американского посольства приезжали даже в Корсаков, Сахалинской области, где были только вот эти вот представители этой программы, еще, может быть, свидетели Иеговы. Вот мы так учили английский язык, как известно, да. Не только так. У меня был очень действительно хороший учитель английского языка тогда. И у нас, несмотря, это вот уже советская система образования, то есть у нас были хорошие условия для этого. И американцы вот приехали со своей программой, и я среди других подал туда, и меня взяли в эту программу. Маргариту Симонян тоже взяли. Симонян вернулась в Россию, но совсем не с теми убеждениями, которые хотелось бы, наверное, представителям этой программы просчитались внедрять. Американцы. Немножко просчитались. А я вообще не вернулся, потому что я не хотел ехать на Сахалин. Тогда это был хаос полный. Лихие 90-е на Сахалине были еще хуже, чем они были в других регионах России. А чем ваши родители занимались? У меня отец был рыбаком. Он работал вот на этих шхунах, которые торговали с Японией. Они ловили краба, рыбу какую-то сдавали там японцам. И он работал механиком на одной из этих шхун. А мама у меня работала тоже на фабрике. И потом она перешла... В общем, по сути, работала в местной администрации. Да, я не хотел туда ехать обратно, я решил остаться в Техасе. Я поступил туда в университет, он назывался Восточно-Техасский Баптистский университет. Я другого не знал. Тогда не было интернета еще, по сути. Да, он только начинал появляться. У меня не было денег на обучение. Я не знал, что делать. Я вот как-то остался, они мне дали какие-то стипендии. Я проучился еще в этом Восточно-Техасском Баптистском университете 2 года. Причем даже стал президентом ихнего студенческого союза, что была абсолютно неслыханная вещь. И решил куда-нибудь рвануть еще. И тогда как раз у них открывалась программа по обмену с Гонконгским Баптистским университетом. А как раз тогда, помните, вот Гонконг отходил от контроля Великобритании, его передавали Китаю. Вот. И я туда поехал уже как американский студент по обмену, потому что никто не хотел ехать. И оттуда уже потом в Великобританию. То есть... Да, и там вы закончили в Великобритании Лондонскую школу экономики. Да. И там же докторскую, или кандидатскую защитил PhD. Вы в конце должны были сказать Бонд, Джеймс Бонд. Это, кстати, правда, что вас китайцы вербовали в разведку?
Ну, вообще, вы знаете, сейчас китайцы постоянно вербуют академиков. Я постоянно получаю такие имейлы. Нет, то есть, смотрите, китайцы вам пишут: дорогой Сергей, просим вас принять участие в нашей разведке, но так не может быть. Нет, на самом деле это именно так. Никогда не знаешь, кто это к тебе, там, кто какие письма пишет. Я в Китае жил несколько лет и приобрел какой-то опыт в плане понимания, ну, к чему можно, скажем так, с настороженностью подходить. Вот. Ну да, такие попытки есть и были. Я всегда информирую об этом соответствующие учреждения, скажем так. Это какие? Ну, Ми-6? кого надо. А вы свободно говорите на мандаринском диалекте китайском? Я говорю, да, на мандаринском диалекте, да. А еще на чем вы говорите? То есть вы говорите по-монгольски? Я говорю по-монгольски, я прожил несколько лет в Монголии, да. У меня жена из Монголии, да. Я преподавал в университете там. А как на вас смотрят в Китае и в Монголии, когда вы свободно говорите на том и на другом языке? Это же так немножко диковато смотрится. Ну да, ну в Монголии это вообще не ожидают, скажем так. Ну в Китае это тоже шокирует. А это, знаете, больше всего шокировало. Я жил в Китае несколько лет. Вот, и у меня жена из Монголии, китайцы думали, что она китаянка. Вот, и мы, допустим, приходим куда-то в магазин, она не знает китайского. Она что-то спрашивает, я с ними разговариваю, они просто вот у них, они не могут понять, что она не говорит на китайском, а я говорю на китайском. То есть надо со мной говорить, а не с ней. То есть... А вы познакомились с женой в Монголии? Да, я уехал в Монголию, когда я работал над своей диссертацией. Я фактически... Ну, у меня вообще не было денег. Я жил фактически как бездомный. В Лондоне это было ужасно. Я там спал непонятно где, в каких-то компьютерных кабинетах. И тогда, спасибо дяде Соросу, была такая программа, связанная с фондом Сороса, которая поддерживала образование, программа поддержки образования в Монголии. И я поехал по этой программе, ну, там я бы не сказал, что там какая-то огромная стипендия была, но, по крайней мере, это дало мне возможность арендовать квартиру и преподавать там в институте. Мне даже платили зарплату, я там преподавал 3 года. В 2005 году я уехал из Монголии. Интимный немножко вопрос, но тем не менее, когда ты живешь с человеком, для меня люди, которые родились и выросли в Азии, это совершенно другая, вообще просто цивилизация. Когда ты живешь с человеком из Азии, из Монголии, ты живешь с инопланетянином? Да, есть какие-то культурные такие особенности, да, которые, наверное, сразу не понимаешь и потом только начинаешь понимать. Но, вы знаете, Монголия и Россия имеют много общего. Они были фактически частью советского блока, поэтому вот там с точки зрения истории очень много совместной истории. То есть моя жена это тоже вот то, что называется homo sovieticus, советский человек по сути, потому что она родилась примерно в то же время, как и я. Мы застали кусочек Советского Союза. В культурном плане мы, и она, и я имеем какие-то вот общие корни, хотя у нее, конечно, есть свое очень, ну, вот азиатская, вот эта монгольская культура. Азиатская культура, она очень не похожая, да, одна страна, скажем, берете Монголию и Китай, это абсолютно разные. Абсолютно страны, разные, конечно, да. конечно. А ваши дети кем себя считают? А вот это загадочный вопрос. У меня дети оба, и сын, и дочка родились в Соединенных Штатах. Сын у меня ходил в школу в Китае и где только не жил. И то есть он считает себя вот таким международным человеком, абсолютно таким же, как я. А дочка у меня, хотя и родилась в США, но выросла в Уэльсе. Она ходила в валлийский детский сад и в валлийскую школу. Фактически она говорит на валлийском, как на родном языке. А он валлийский абсолютно не похож на английский, абсолютно другой язык. Поэтому она, конечно, считает себя, наверное, не знаю, наверное, местной. Валийкой. Валийкой, да, из Уэльса. себе. Да. Семья очень международная. Сейчас уже у меня сын, в принципе, живет в Лондоне. Вот, А вы его сам по Никитой себе. назвали в честь Никиты? В честь Хрущева? Никиты Хрущева, да. У него, знаете, есть такое не отчество, а вот это middle name, да, в Америке. Да. У него middle name Averill. То есть Averill это был Averill Harriman, который, это Гарриман. Помните посла Гарримана? Это американский посол в Москве. Также видная фигура в Демократической партии США. Аверел Гарриман. Вот у него мой сын, это Никита Аверел. По сути, я не отделяю свою работу от жизни. Моя жизнь – это моя работа, да. Есть ли смысл тогда спрашивать, кто ваша любимая политическая фигура времен Холодной войны, которой вы занимаетесь? Может быть, Киссинджер. Да.
нестандартный такой вопрос и нестандартный ответ, потому что, знаете, очень много ругают Киссинджера, считают, что он был таким, может быть, хитрым, каким-то там реалистом, циником и так далее, да, но что я очень уважаю в Киссинджере, уважал, он, к сожалению, умер уже, это то, что он был как дипломат, так и исследователь. Написал массу книг, они суперинтересны. Он действительно пытался осознать вот такие глубинные вопросы дипломатии не как практик, а как теоретик фактически, да. И это редкость, потому что посмотрите сейчас на американский политический олимп. Кто там имеет вот такие регалии, кто может похвастаться тем, что он написал несколько книг, которые изменили вообще суждения людей о международных отношениях. И уже давно таких нет, да? А вот Киссинджер, он действительно, он как интеллектуал, он был просто выдающимся человеком и как дипломат. Поэтому я, наверное, скажу Киссинджер. В личном общении он производил такое же впечатление, как и по книгам, и записям, и видео? Он потрясающее впечатление производил. Он же таким был стареньким, ему уже там 90 с чем-то лет было. Вот. Но я встречался с многими политиками, знаете, начиная, я не знаю, от Горбачева до, не знаю, премьер-министра Японии Накасона, например. Никто меня такое впечатление, как Киссинджер, на меня, наверное, никто не производил. Он действительно был очень хваткий, и он мог отвечать на вопросы очень глубоко, не вилял. То есть с Горбачевым вообще невозможно было разговаривать ни на какую тему историческую. Он говорил только то, что он хотел сказать, и вот что бы ни спрашивали, он все равно скажет то, что он хочет. С Киссинджером нет. Как-то было, такой был очень в этом плане интересный. Ну, есть ощущение, что нынешнее поколение ключевых политиков, которые сейчас, ну, в общем, теряют управление миром или, наоборот, управляют им каким-то им известным способом, сильно проигрывает в интеллектуальном отношении тому поколению, которое... Я как раз это и хотел сказать. Те люди были интеллектуально сильнее некоторых из тех, кто сейчас находится при власти. Просто в сравнение никакое не может идти тот же Трамп с такими американскими президентами, как, скажем, ну, тот же Никсон. Шотландский историк Нил Фергюсон сравнивает Трампа с Никсоном, но для меня Трамп это что-то совсем другое, потому что в интеллектуальном плане Никсон был действительно очень силен. И я читал многие его документы, читал записи его бесед. Я не думаю, что Трамп может вести беседы на таком уровне. Возьмите Рузвельта, возьмите Кеннеди. Это все были люди другого калибра. Сейчас, к сожалению, я просто не вижу этого. А в том, что касается советских, а ныне российских политиков, та же проблема? Я не знаю. Знаете, когда люди задерживаются у власти слишком долго, что о них можно сказать? Ну, возьмите позднего Брежнева. Он вообще уже не соображал абсолютно. За него писали его всякие речи, доклады. У него, кстати, в архивах можно посмотреть записи беседы. Вот, например, записи беседы Брежнева там и Картера. Такие карточки, которые были у Брежнева. И запись беседы полностью совпадает со стороны Брежнева с карточками, которые ему давали. Он просто читал, что ему давали. О каком интеллектуальном уровне здесь можно говорить? Его просто здесь не существует. Ну, другие, например, такие, как Никита Хрущев, ну как, он, конечно, был очень интересным человеком. Я не думаю, что он был супер начитанный, скажем так, да. Поэтому я не берусь сравнивать. И я не хочу сказать, что там кто-то, кто сегодня находится в руководстве России, там какие-то дураки, да. Я не думаю, что они дураки. Но когда они очень долго задерживаются у власти, то происходят, во-первых, физиологические изменения уже. Может быть, они не так хорошо соображают, как раньше. А во-вторых, они утрачивают связь с реальностью. Это уж просто такая системная проблема в России. Она всегда была и остается сейчас. Вы выглядите очень живым для историка человеком. И я все пытаюсь себе представить ваше поведение в архиве. Вы там себя ведете как Шерлок Холмс, то есть вы взмахиваете руками, говорите: о боже, я увидел, я нашел. Как это происходит? А вы знаете, вообще архивная работа, это зависит от места, да. Я в своей последней книге очень много использовал российских архивах. Там, слава богу, рассекретили архивы. Ну, там приходишь в архив, там просто тебе приносят, там смотришь, и да, смотришь, как интересно, в общем, все это читаешь. До того, как я начал ездить в Москву, собирать там документы, когда уже начали там открывать материалы, я очень много поездил по всем странам, где я искал материалы по холодной войне, потому что российские материалы были фактически закрыты. Я ездил в такие страны, как Мьянма, Лаос, Монголия, господи, где только не был. И вот там такие истории. В Китае очень много поездил по всему Китаю. Там просто безумные истории, как с получением документов и
Когда вот я там пытался объяснить, почему мне нужны эти документы, это просто, знаете, это эпос целый можно написать. Но это детективная всегда история? Это были очень детективные истории и очень забавные. Ну, тогда я был моложе, сейчас бы, может быть, я уже не стал ездить так и пытаться там проникнуть в архивы, чтобы доказать им, что вот мне нужны эти документы, смотрите, это уже прошло много десятилетий, дайте мне их посмотреть. Ну, как правило, вы ищете какой-то нужный вам документ, или это всегда некоторая случайность? Что Часто бывает случайность, часто смотришь, просто находишь абсолютно случайно какие-то документы. Иногда другие историки наводят на что-то. Есть такой китаист Франк Дикотер, сам он голландец. И он как-то написал книгу по великому скачку вперед, и у него там были сноски. А я как раз жил в Китае, я посмотрел сноски, а тогда фактически в Китае было очень сложно работать. Каким-то образом ему получил доступ, он сумел получить документы, и он цитировал документы из там провинции Ганьсу, города Ланчжоу, например. Это бог знает где, да, бог знает. Представляете, я живу в Китае. Почему бы не поехать в провинцию Ганьсу, в Ланчжоу, посмотреть, где эти документы? Я вот поехал в архив. Они там в шоке, потому что, когда он опубликовал свою книгу, прошло указание сверху никого больше в архивы не пускать. Я прихожу в архив, они говорят, вы знаете вот этого голландского исследователя, а это мой хороший друг. Я говорю, нет, вы что, я никогда о нем не слышал. Что вы хотите? Да вот я хочу там такие-то документы. Начинаем смотреть документы. Мы не можем вам это дать. Да почему? Да давайте. Ну и вот начинается вот такая торговля. Это всегда был анекдот. Как-то я помню, где-то это было. В Монголии была такая ситуация. Я работал в архиве правительства. Я был первый, кто там работал в архиве правительства, да, с монгольскими документами. Они мне приносят какие-то документы. Я смотрю, говорю, о, как интересно. Говорю, давайте цифру как процитировать. Там они обычно, там идет такой шифр архивный. Они говорят, какой еще шифр? Я говорю, ну как, вы где взяли эти документы? Там же шифр есть какой-то. Он говорит, нет никакого, они просто на полке лежали. Но в апреле 2024 года вы становитесь соавтором одной из невероятных статей, которая вышла в издании «Международные отношения» Foreign Affairs. Эта статья касается хода переговоров марта и апреля 2022 года между Россией и Украиной. Ну, во-первых, 2 года для историка вашего масштаба – это, что называется, не промежуток. А во-вторых, как вам попали эти документы и почему вы взялись за изучение их и написание этой статьи? Да, ну смотрите, вот происходит нападение России на Украину, начинается вот процесс таких непонятных каких-то переговоров. Сначала они происходят через 4 дня первый раз они происходят. Да, там с помощью Лукашенко, потом это переходит в Стамбул. Было много вопросов, насколько стороны были готовы к каким-то соглашениям. Потом эти документы начинают появляться на публике. Какими-то огрызками, которые были выгодны кому-то. Да, когда Путин говорит, что вот там уже парафировали, он сейчас повторяет эту теорию, что там парафировали соглашение, что все уже практически решили и так далее. Парафировали, это значит... Ну, типа там подписали и имя подписали, да, там инициалы. Украинская делегация. Вот. И нам самым черепом, этому соавтору, нам перепадают вот эти документы. Как они вам перепали? Ну, я не могу вам сказать, как они перепали, но так или иначе. Это самое интересное. Ну, да. Но это подлинные документы, вы можете подтвердить их подлинность. Да, мы подтвердили. Мы очень серьезно подошли к этому делу. Я скажу так, что документы нам перепали, скажем так, с одной из сторон, и мы подтвердили у другой стороны, что это действительно реальные документы. Хорошо, извините, а почему вам? Ну, люди знают просто друг друга, наверное, так. А мне почему этот вопрос был интересен? Потому что по документам, это, знаете, вот такая детективная работа. Там, кстати, очень интересно вот именно сравнивать. Там 2 стороны работали над одним текстом соглашения и делали правки. Знаете, как в Word можно правки делать. И там можно вот по правкам смотреть, кто что предлагал. А они, извините, делали правки в компьютере или от руки? Они в компьютере делали. Ага. И там разным шрифтом это все было прописано. И я подошел к этому, чисто как историк. Конечно, потом статью очень сильно критиковали там в Польше. Ой, поднялся такой шум очень серьезный. Статья вообще много шума наделала. Статья наделала много шума, скорее всего, из заголовка. Люди прочитают заголовок, больше ничего не читают. А заголовок – переговоры, которые могли закончить войну. Причем мне этот заголовок не нравился. Я пытался там как-то этот вопрос пролоббировать, но вообще не принято
авторам принимать участие в создании заголовков. Ну, это с другими целями делается. Не обязательно суммировать то, что, собственно, написано в статье. А люди прочитали такой заголовок, как так? Эти переговоры, значит, была не просто там какой-то аферой со стороны Путина, когда он просто тянул время и так далее, а на самом деле, может быть, он действительно хотел там достигнуть какого-то мира. Мы проанализировали этот документ, сделали вывод, что да, в принципе, соглашение достигнуть можно было бы, но вот на каких условиях. Эти условия фактически бы превратили Украину в вассала России. И это все прописано в статье. Я не знаю, почему поднялся такой шум. Если люди прочитают статью, они все там увидят прекрасно. Но самое интересное было проанализировать требования со стороны России. Да? И, кстати, эти требования, они так до сих пор вот и остаются. Многие из них, они никуда не делись. А какие были требования? Ой, там много что То было. есть оставляют за собой оккупированные территории? Нет. Вот, кстати, об оккупированных территориях там особо ничего не было. Там начиналось с того, что Украина должна быть нейтральным государством, не входить в НАТО. Украинская делегация согласилась на это. Потом идет вопрос о гарантиях безопасности. Это вот до сих пор очень важный вопрос, потому что украинцы пытались создать какие-то гарантии безопасности, причем пытались вовлечь в это дело своих западных союзников, американцев, Великобританию. А те говорили, ну, подождите, мы вообще не являемся частью этого переговорного процесса, почему мы что-то будем там гарантировать? Да, то есть вот с точки зрения американцев и англичан можно понять их позицию, потому что они думают, ну как, вот Украина, Россия подписывают какие-то документы о там гарантиях каких-то, а мы-то тут при чем, что мы там будем гарантировать? Они и сейчас, кстати, не готовы гарантировать ничего там в Украине. Как известно, это одно из препятствий с точки зрения Украины к мирным соглашениям, потому что американцы не особо на это идут. Они не хотят формально быть обязанными там что гарантировать. Но это было прописано в документе, что вот американцы гарантируют, там Великобритания гарантирует, причем ни американцы, ни Великобритания, никто другой не принимал участие в этом, кроме Украины и России. А Россия попыталась внести туда свое положение о том, что если Украина попадает в такую ситуацию, когда необходимо будет использовать гарантии безопасности, то решение об этом принимается на основе консенсуса. То есть, включая Россию, которая тоже становится гарантом безопасности. И этот вопрос так и не разрешили. Ну, понятно, что это была попытка со стороны России фактически обесценить эти гарантии, потому что, ну, если Россия это основной агрессор, как бы, в чем тогда смысл этих гарантий, если она принимает участие? И ее вето фактически решает вопрос. Потом там очень интересно было по вооружению. Вот эти документы сейчас можно почитать, их полностью потом перевели в New York Times, опубликовали. Но Россия пыталась настоять на определенных параметрах количества бронетехники в украинских войсках, насколько большая может стать украинская армия после конфликта, а украинцы пытались увеличить эти вот цифры, и причем разрыв там очень был колоссальный. То есть, когда сегодня Путин говорит, что там парафировали, обо всем договорились, вот этот вопрос так и не был согласован. Еще то, на что не пошли украинцы тогда, это Россия предоставила, там были такие специальные документы к этому соглашению, где говорилось о тех законах, которые Россия хотела бы изменить в Украине. То есть там законы вот, там, декоммунизации, там, ну, что касается русского языка и так далее, они предложили изменить конкретные пункты конкретных законов. То есть Россия выступала с позиции силы как будто. Ну да, они говорят, вот вы должны изменить эти законы. Это будет денацификация или что, как они там называли. Как они себе представляли. Ну, как они ее представляли, да. Вот это вот все было прописано. Ну, Украина говорила, ну как, это же наши законы, что вы тут будете нам участвовать в наших законах. А это правда, что там в том числе обсуждался статус Крыма, который до этого Россия считала, что и обсуждать? По Крыму, кстати, это очень интересный нюанс. Вроде как Россия согласилась или, по крайней мере, не исключала вопрос обсуждения статуса Крыма в будущем. Вопрос территории был, конечно, очень важный и существенный. Это было еще, как вы помните, до аннексации России всех этих территорий, что произошло осенью 2022 года. Так вот, там было написано, что разграничение пройдет по линии, которая должна была находиться в приложении, а в приложении карты не было. То есть предполагалось... Вам ее не дали или ее не было? Ее не было. Почему ее не было? Потому что предполагалось согласовать все другие аспекты этого соглашения, потом встретиться где-то на саммите и сказать, ну вот где мы находимся, вот где Украина находится, вот все, здесь будет линия.
и как-то договориться на этой базе. А условия прекращения огня во всей этой... Нет, там не было. Вот это вот как раз условие. То есть получается, что обсуждалось только то, что будет после прекращения огня, какой-то постмир. Да. Это, кстати, один из проблемных моментов этого соглашения, которое, в принципе, никогда и не было подписано, что соглашение о прекращении огня как бы просто опускалось, просто предполагалось, что это само по себе произойдет. Потом мы с Сэмом написали еще одну статью Foreign Affairs, где мы написали о том, что сложность вот этого всего переговорного процесса заключается в том, как бы совместить вот эти две вещи. С одной стороны, прекращение огня, с другой стороны, вот эти долгосрочные проблемы. Потому что Россия настаивает на том, что пока долгосрочные проблемы не решены, прекращения огня не будет. Да? А Украина говорит, нет, давайте прекращать огонь сейчас, а потом другие вопросы решать. И вопрос в том, как вот эти вот два аспекта скоординировать между собой. Мы написали статью, в которой написали, что, в общем-то, это было бы замечательно сделать. Я сейчас сам думаю, что это невозможно. То есть я перешел на позицию того, что необходимо заключить просто соглашение о прекращении огня, а вот эти долгосрочные вопросы, они фактически сейчас нерешаемые. То есть мы имеем примерно то, что мы имели во время Холодной войны в Корее. В 1953 году у нас соглашение о прекращении огня, и с надеждой на то, что когда-нибудь будет мир. Потом там они встречались много раз, пытались договориться, например, в Женеве в 1954 году. Но этого не произошло, и до сих пор фактически у нас вот такая вот неопределенная ситуация в Корее, Северной Корее, Южной Корее. Никакого соглашения нет, но тем не менее они более-менее живут в мире. И вот, может быть, так можно будет и разрешить и этот вопрос в конце концов. Из этих документов у вас возникло понимание того, кто был на самом деле участником этих переговоров? Потому что много разговоров ведется вокруг того, что по телевизору показывали одних людей, а разговаривали на самом деле другие. Да, это вот опять же такая детективная работа, потому что уже после того, как мы опубликовали статью, очень возмутились поляки. И они сказали, а почему вы вот тут ничего не написали о роли Польши? Потому что Польша играла большую роль. Да? А я говорю, я просто не знал, что Польша играла какую-то. Вот у нас есть какие-то документы, мы смотрим, пытаемся разобраться. Я там смотрел фотографии, кто там присутствовал на этих заседаниях, там можно вычислить, кто там был в комнате, да. Но вот чем интересны такие статьи, наша статья стала толчком к тому, чтобы больше об этом стали говорить. И потом несколько польских коллег написали об этом и внесли дополнительные какие-то разъяснения вот этого процесса. Там рассказывали, например, о том, как украинская сторона делилась с ними документами. У них тоже оказались какие-то копии этих документов, которые немножко отличались от того, что было у нас. То есть этот процесс оказался более сложным. Роль Абрамовича, например, Романа Абрамовича, суперинтересная история. Я бы очень хотел провести с ним интервью. Я тоже. Это было бы очень интересно. Знаете, Поехали вместе. Давайте. Это, может быть, не совсем к месту, но я прорекламирую такой новый проект, которым я занимаюсь сейчас, с участием Гуверского университета при Стэнфорде. Я и коллега организовали проект, где мы проводим интервью с руководителями разных стран, которые, может быть, уже ушли в отставку или, может быть, до сих пор даже являются руководителями, для того, чтобы понять, как принимались решения по этой войне, причем не только в России и в Украине, а также и в других странах. То есть коллега мой американец, это Александр Бик, он занимается американцами в основном, то есть кто там был в байденской администрации, конечно, мы рассчитываем на администрацию Трампа. Вообще проект рассчитан на то, чтобы полностью покрыть весь период войны, когда-то она должна закончиться в конце концов. И мы хотим просто понять, как принимались решения, ключевые моменты, кризисы, те же переговоры в Стамбуле, потом эта ядерная угроза сентября-октября 2022 года. И по этим моментам можно проводить интервью и обсуждать эту тему. У меня роль это проводить интервью с европейскими и мировыми политиками. Слушайте, а вы считаете, что это этично делать в тот момент, пока боевые действия все еще идут и люди погибают? Это абсолютно этично, потому что я провожу интервью с политиками. Не для СМИ, это для историков. Это уйдет в такую коллекцию документов в Гуверском университете, которые будут в дальнейшем использовать историки для того, чтобы написать, собственно, историю этой войны. Его рассекретят? Нет, участники этих интервью могут вносить какие-то свои требования, то есть ограничения делать какие-то, в отношении этих документов. Я сам хочу использовать эти документы
учитывая эти ограничения, использовать эти документы в написании глобальной истории российско-украинской войны. Она так и называется. Глобальная история российско-украинской войны. Почему глобальная? Потому что глобальный конфликт. Потому что как эта война повлияла, например, на Египет, да, или там на Бразилию. Это для меня все колоссально, просто колоссально интересно. Так вот, для того, чтобы продолжать этот проект, мне необходимо проводить интервью с участниками событий. Ну, некоторые из них уже могут об этом говорить. Некоторые говорят, ну, может быть, вот мы сейчас не хотим, а может быть, потом захотим. И вот в этом контексте люди, ну, особенно с российской стороны, супер интересно. Да, Абрамович, кто там участвовал, кто-то еще, может быть, кто-то с российской стороны предложит свое понимание вот этой истории. И знаете того фильма Акиры Куросава «Рашомон»? Да, конечно. Помните, убивают самураи, там вот такая история запутанная, там разные варианты разыгрываются в фильме. Вот так вот эта история, как раз история российско-украинского конфликта, это такой Рашомон для меня. Мне интересно посмотреть точки зрения разных участников с разных сторон, со сторон там Западной Европы, Восточной Европы, что там в Польше думали, что в Румынии думали, что в Прибалтике. Украина, конечно, очень важна, и я уже начинаю проводить интервью. У меня было интервью с Шольцем, например, супер интересно, как он там рассказывает какие-то моменты. С российской стороны, скажем так, пока есть определенные проблемы, да, никто не... Можете себя, самого себя равно удалить от всего и эмоционально в это не включаться? А это сложно, но необходимо. Я на первых порах, вот когда только началась война, я был очень эмоционально неустойчив в этом отношении. Я просто вот закипал, и мне трудно было об этом говорить. А я же в своем университете, да, в Джонс Хопкинсе, я преподаю курсы по истории России, в том числе. Я не знал, как это преподнести. У меня были студенты из Украины. Как мне с ними говорить об этом? Это было очень сложно. Со временем я как-то немножко отошел, ко всему привыкаю, даже к самым ужасным вещам. Да? И сейчас я смотрю на это скорее как аналитик, как историк. И действительно некоторые события, скажем, там, ну та же Буча. Я вот был в Украине, я ездил в Бучу, я смотрел это все свои. Конечно, это шокирует и до сих пор. Но можно как-то абстрагироваться от этого и подходить к этим вопросам только с точки зрения как историка. Да? То есть я смотрю на это уже как на историю, потому что уже прошло 4 года. Пока документы еще не рассекречены, когда-то это будет сделано. Но вот пока я упираюсь в свидетельства очевидцев, особенно на высшем политическом уровне, в разных странах. И идея заключается в том, чтобы написать первую полную историю российского вторжения в Украину. Первую полную историю послевоенную. Потому что книги уже были написаны, но они это такие моменты, snapshots, да, такие моменты истории, которые полностью не рассказывают обо всем. А мне хочется вот рассказать всю эту историю от начала до конца. Для чего необходим конец конца? Пока не видно, но он будет. Так какова была роль Абрамовича? Ну, Абрамович вот играл какую-то интересную роль. Я сам не знаю, почему я хочу документы? Нет, документы про Абрамовича я ничего не видел, поэтому да, если нас слушает Абрамович... Вы только что сказали, что там очень интересную роль играл Абрамович. Какую? Да, это там поляки мне рассказывали, как он там играл. Ну, он же ездил, там были какие-то даже странные случаи отравления его там и так далее, в общем, какие-то загадочные. Он пытался играть какую-то роль. Вот конкретно какую роль он играл, мне бы очень хотелось понять, опять же, да, возвращаемся к Рашомону, точку зрения Абрамовича. Что он делал? Зачем он это делал? Для историка это просто вот на вес золота. Я не хочу быть пропагандистом той или иной стороны. Мне надо понять, как вот разные люди подходили к одному и тому же вопросу, как они со своей точки зрения смотрели на этот вопрос, а я буду сравнивать все эти вот показания. Ну, это работа историка. Это историки этим и занимаются, они как судьи. Ну, просто обычно это делают через 100 лет, когда уже сердце не болит. Да. Но вот приходится. Правда ли, что мы живем в век таких технологий, когда почти все решения, почти все ключевые вещи все равно будут известны, и никто ничего больше не скроет? Нет. Потому что многие решения принимаются вообще непонятно как и непонятно кем. Существуют группы в Сигнале или в WhatsApp, где обсуждаются... Ну, это цифровой след? Ну, в Сигнале мы надеемся, что нет цифрового следа, да? Я имею в виду журналисты там и так далее.
Нет, даже если он есть, где это потом искать, это очень сложно. Я знаю точно, что на начальных стадиях конфликта многие очень чувствительные вопросы обсуждались в сигнал-группе. И это пропало для истории. Поэтому сейчас остается только надежда на то, что люди, которые там участвовали в этих сигнал-группах, смогут что-то рассказать об этом. Потому что люди забывают, почему я сейчас хочу заниматься этим проектом. Вот сейчас уже, 2022 год, кажется, покрытый какой-то дымкой. Никто не помнит, что там происходило. А люди забывают, люди уходят на другие позиции или умирают просто. Надо попытаться зафиксировать вот эту вот память для будущего. Я работаю на будущее фактически, то есть для меня вот это вот важно. Вот вы там в конце статьи пишете, что это статья о том, как провалились переговоры и какой можно этого извлечь урок. А почему они провалились и какой можно извлечь урок? Наверное, слишком много требовали. Кто? С российской стороны, наверное, очень фактически ультимативные требования ставили украинцам. А почему Украина не пошла тогда? Кстати, это очень интересный вопрос. С одной стороны, была группа переговорщиков с украинской стороны. С другой стороны, был сам президент Зеленский. Там в России много, Путин особенно, там рассказывает байки про то, что приехал Борис Джонсон, то, что там что-то там... Это популярная история. Да, это, собственно, Архамес внедрил эту теорию. На самом деле все сложнее. Борис Джонсон там особо никакой роли не играл. Но он приезжал. Он приезжал, конечно. Он сыграл важную роль. Он сыграл роль в консолидации западной поддержки Украины. Кстати, роль Бориса Джонсона супер интересная в этой войне. Потому что тогда еще американцы немножко стояли в стороне. Они не знали, чем это закончится. Вообще, что там представляли, что это быстро закончится. Американцы не только сейчас много говорят о том, что ха-ха-ха, Путин рассчитывал, что за 3 дня им удастся победить в этой войне. На самом деле, она растянулась так долго. На самом деле, это не только Путин так думал, а американцы точно так же думали. Я сам был свидетелем таких разговоров в Вашингтоне перед вторжением, когда вопрос ставили так, насколько это растянется, скорее всего, нам придется поддерживать какое-то сопротивление в Украине, там партизанское какое-то. Поэтому это было большим сюрпризом. А Борис Джонсон в силу уже каких-то там своих политических инстинктов решил, что ему необходимо оказать поддержку Украине. Он приехал туда в апреле. У нас нет записи беседы, то, что у него там было с Зеленским, но я, в принципе, представляю, что там происходило, и я не вижу его особого влияния на Зеленского. Знаете, что сыграло ключевую роль? Поражение России под Киевом. Потому что Россия рассчитывала захватить город, как известно. А не трагедия, которая случилась в Буче, в Ирпене, и то, что это невозможно простить. После этого невозможно... Это чувствительный вопрос. Опять же, почему здесь важен подход историка, я на 100% не уверен. Я могу вам высказать теорию, но если я найду какие-то документы, которые подтверждают то, что вы только что сказали, я изменю свою теорию. То есть у меня сейчас рабочая теория заключается в том, что главная причина, почему Зеленский не пошел на дальнейшие какие-то уступки, это то, что Россия потерпела поражение под Киевом. То есть, если вы понимаете вдруг, как руководитель страны, что фактически вы можете выиграть эту войну, зачем превращать свою страну в вассала? Зачем принимать капитулятивные требования другой стороны, когда вы на поле боя сможете выиграть эту войну? И мне кажется, после битвы за Киев Зеленский поверил в то, что он может эту войну выиграть. И это сыграло свою роль. Буча и Ирпень, насколько это повлияло? Это скорее дало ему возможность, опять же, это рабочая теория. Если я найду какие-то документы или свидетельства, которые опровергают это, я буду только рад. Я думаю, что это действительно был шок, огромный шок. Но это дало дополнительные аргументы в его руки в плане сопротивления агрессии России, потому что это можно легче было тогда продавать, скажем, населению Украины. Смотрите, с кем мы имеем дело. Это же люди, которые вообще, с ними невозможно ни о чем договариваться. Но это такая рабочая теория. Опять же, я только на начальном этапе сейчас нахожусь, и я бы не стал говорить, что это 100% из-за этого или 100% из-за другого. Мне интересен сам процесс принятия решений. Мне интересно, как мы можем узнать правду, с кем можно поговорить. Все будут говорить что-то другое. И сопоставляя эти истории, мы придем к какой-то такой правде. Или, по крайней мере,
приблизительной правде. Но это точная работа историка, не журналистская? Ну, журналисты и историки немножко пересекаются, да, но смотри, сейчас начало войны уже особо не заинтересует никаких журналистов. Журналисты заинтересованы в том, что происходит сегодня. Меня интересует, например, 2021 год. Как вот принимались решения там накануне войны, что кто хотел, почему, зачем, да, какие там требования представлял. Я встречаюсь с руководителями, бывшими руководителями стран, которые мне могут сказать больше, чем они могли сказать журналистам в 2021 году. Потому что тогда они были реальными участниками событий. Сейчас они просто там на пенсии, например. Да? Многие из них. Мне интересно вот понять, как они тогда видели эти вопросы. Понятно, не разглашая там государственные тайны и так далее, но все равно ко многому можно прийти. Я, в принципе, представляю себе, да, параметры и дискуссии. Это вот действительно уже работа историков, хотя многие скажут, что это просто безумие, что работа историков заканчивается 19 веком. То, что там после 19 века, это уже современность. А я нет. Я считаю, что то, что произошло, это уже история. Но небольшой спойлер, этой войны можно было избежать? Из того, да, как вы сейчас... Да. Ну, вообще, знаете, нет в истории чего-то такого, чего нельзя было бы избежать. Всегда чего-то можно избежать. То есть нет таких безвыходных ситуаций. Давайте по-другому. У Путина была хотя бы одна причина? Причина делать что? Напасть на Украину. Ну, у него было много причин. Я думаю, что он сам даже, может быть, и не знал, какая из них главнее. Вот вы сами, допустим, подумайте о том, как вы принимаете решения. Иногда мы причина знаем... – это угроза себе, Нет, своей стране и своим гражданам. Нет, но разве так принимаются решения на политическом уровне? Взрослые, да. Давайте я, может быть, исторический пример дам, и тогда мы вот параллель с Путиным проведем. Я уже рассказывал о Хрущеве и Карибском кризисе. Существует такой вопрос среди историков, почему Никита Хрущев принял решение отправить ракеты на Кубу. Есть такая интерпретация, что Советский Союз, вот Хрущев очень любил хвастаться, что у него там ракеты большие. На самом деле у него не было таких ракет, которые бы вот эффективно поражали бы цели в Соединенных Штатах. То есть в 1962 году уже были межконтинентальные баллистические ракеты, но они плохо летали, там трудно было заправлять, их было мало и так далее. Зато были очень надежные ракеты среднего радиуса действия. И вот ему было со стратегической точки зрения полезно иметь такие ракеты на Кубе, потому что он мог бы угрожать Соединенным Штатам. Да, понятно, стратегическая теория Карибского кризиса, в принципе, понятна. Потом выяснилось в 90-е годы, когда более-менее стали об этом говорить с российской стороны, Серго Микоян был сыном Анастаса Микояна, который участвовал в этих событиях, он рассказал, что нет, на самом деле все было не так. Никаких стратегических причин не было вообще и близко. На самом деле Хрущев отправил ракеты на Кубу, потому что он боялся, что американцы нападут на Кубу, что американцы уже сделали. Фактически в апреле 1961 года эта битва в заливе Свиней окончилась ничем для американцев, но Хрущев решил, что это снова повторится, и поэтому необходимо было защитить революцию на Кубе, потому что, ну как же, это Фидель Кастро, наш человек, мы должны его защитить. Вот смотрите, две причины, почему Хрущев отправил ракеты на Кубу. Они абсолютно не похожи. Может быть так, что он отправил ракеты на Кубу и по той, и по другой причине. Даже по прошествии сколько лет уже с Карибского кризиса 1962 года, у нас до сих пор нет документов, которые бы точно указывали на причину. Потому что они, кстати, обсуждали это на президиуме. Это потом называлось Политбюро, тогда называлось Президиум. Они обсуждали это, и там как-то, в общем-то, туманно об этом говорили, но, в общем-то, проскальзывали некоторые причины. Например, вот о защите Кубы. Если нам повезет, мы найдем какой-то документ, который подтверждает одну точку зрения, что да, вот на самом деле это не потому, не по этой причине, а вот по другой причине. И вот вам документ, вот сами читайте. Теперь переносимся в наше время. Могу вам обозначить, по крайней мере, 4 теории, почему Путин решил начать войну против Украины. Теория номер 1, которую очень любит Джон Мейершаймер, небезызвестный, говорит о том, что вот Путин боялся расширения НАТО, не столько, может быть, включение Украины как членом Альянса, сколько вот НАТО какие-то там организовало базы в Украине, что-то такое. То есть это НАТО в Украине, не Украина в НАТО, а НАТО в Украине. То есть это было вот актом безопасности, да, создания безопасной зоны для России. Вот есть такая причина, вот мы ставим вот такой ящичек небольшой, вот такая есть причина. Хорошо.
Есть еще другая теория. Это то, что вот Путин думает как империалист. Он считает, что Украина – это часть России, и что, в общем, он же написал там небезызвестную статью об историческом единстве народов. Это было в 2021 году. Это, можно сказать, это империалистическая причина. Вот здесь вот ящичек у нас вопросы безопасности, здесь империализм, просто чистый империализм. Такая еще возможность. А что если Путин посчитал Украину средством достижения какой-то другой цели, то есть восстановления России в какой-то там условной иерархии государств. Вот она потеряла свой статус в 90-е годы, и сейчас для того, чтобы ее восстановить на каком-то там почетном месте, необходимо вот такое решение принять в Украине, которое бы заставило всех там на Западе забеспокоиться, а Россия сказать: да, действительно, мы признаем, что вы там великая держава. Исходим из презумпции психического здоровья. Я не знаю. Я просто вам говорю о причинах. Мне кажется, хорошо, что вот это Украина как средство достижения геополитических амбиций Путина в плане восстановления российского величия там на международной арене. Что, это не причина? По-моему, уже пару лет назад, знаете, Стива Розенберга, который коллега на BBC замечательный, он задал Путину какой-то вопрос. Помните, в одной из пресс-конференций что-то вот Ельцин вам замещал охранять Россию. Вот сейчас, когда летят украинские дроны и так далее, вы думаете, как лучше стало? И Путин ему сказал, что? Он сказал, что он мог бы сказать что-то там про НАТО, мог бы там что-то про империю сказать. Нет, он сказал, что они, то есть на Западе, они хотели поставить нас на место, на свое место. Вот как это можно интерпретировать? Вот как третью причину, что мы не хотели мириться с такой позицией униженной страны, мы хотели вот восстановить. Но при этом он народу своему продает совершенно пятую причину. Если бы не мы, то они бы на нас напали. Это какая-то одна из самых это вот первая причина о безопасности. И плюс еще можно придумать много разных причин. Например, есть такая теория, что Путин это делает для того, чтобы укрепить власть в стране, например. Я думаю, что на самом деле это не очень хорошая причина, потому что у него уже была власть, полнота власти накануне вторжения в Украину. Вы помните сами, что случилось в последние годы, до начала войны, как уничтожали оппозицию и так далее, и так далее. Все, подходим к 2022 году, Путин уже, в принципе, у него угрожал ему кто-то. Мало ли, может быть, там паранойя все-таки есть. У Сталина, например, была, он все время придумывал каких-то врагов. И поэтому, смотри, вот разные причины есть. Как историку все-таки выбрать какую-то из этих коробочек или ящичков, сказать: нет, вот это вот по этой причине. Если будут документы, которые точно подтвердят, что вот эта причина действительно причина, а вот эта причина не очень подходит, это хорошо, тогда мы, в принципе, сможем там какие-то причины выкинуть. Но, в принципе, надо исходить, наверное, из того, что часто решения принимаются по целому ряду причин. Может быть, Путин и сам и не знает, какая из этих причин важнее. Или вот он считает, что вот это вот он действует из-за этой причины, а на самом деле вот есть еще какая-то другая причина, которую он, в принципе, осознает, но, может быть, не настолько осознает. То есть там много, это же психологические вопросы, как это историку понять. А вы бы хотели с Путиным поговорить? Да, было бы очень интересно. Я не Такер Карлсон, поэтому я бы задавал более интересные вопросы. Как историк. Путин же считает себя историком. О, да. Вы помните вот этот случай, когда он пришел, было какое-то совещание членов СНГ, что ли, с кипой архивных документов про Вторую мировую войну. Я в жизни такого никогда не видел. Представьте. Завидовали вы, небось, такой кипе документов? Нет, это в основном известные документы, и все уже знают. Это особенно среди историков, да. Но это Путин только в первый раз их открыл для себя. Просто не представляю ситуацию, скажем, заседание стран, там, членов Альянса НАТО, приходят там, не знаю, Трамп с кипой документов, говорят: так, давайте, я думаю, Трампа исторических документов не различить. Трампа представить вообще себе примерно тоже совсем. Вот, но у Путина другое представление об истории по сравнению с, скажем, с такими историками, как я, потому что он считает только той историей, что соответствует его представлению о мире. Он не представляет себе, что история многогранная, и что могут быть другие интерпретации. А может быть, он представляет просто цинично, следует там своей интерпретации. Я не знаю. Примерно месяца 1,5-2 назад в Guardian появилась статья о том, что вы вышли из российского гражданства. В этой связи у меня два вопроса. Первое: почему вам показалось это важно? И второе: обычно говорят, что все страшно сложно. Насколько это было сложно?
Во-первых, было сложно, потому что легче всего собирать эти документы, которые они требуют. Поехав в Россию, там собирать кучу надо каких-то справок. Эти справки мне удалось собрать издалека. Мне они пришли сюда. Наверное, целый год я этим занимался. Это было очень долго. Почему я сделал это? Вы знаете, в свое время я считал, что обладание несколькими паспортами – это вообще-то хорошее явление. То есть я представлял себе в виде такого, не знаю, мостка, что ли, между разными странами. То есть я мог ездить в Россию, я мог считать себя россиянином, наверное. И в то же время я жил на Западе в течение многих десятилетий. И когда в каком-то году было у Франсиса Фукуямы вышла такая книга «Identity», в которой он написал, что у каждого должен быть только один паспорт. И когда я это увидел, прочитал, думаю, да что это за такая ерунда? Почему у человека не может быть много паспортов? Это нормально иметь много идентичностей, да? Я считал, что у меня есть много идентичностей. Когда я, скажем, в России, у меня была, может быть, какая часть российской идентичности. Но у меня также есть западная идентичность, потому что я фактически здесь закончил школу, в институт пошел и так далее. То есть я человек, связанный с Западом. И я абсолютно комфортно себя чувствовал, имея вот эти разные идентичности, которые вроде как-то между собой пересекались. Но потом вот у Фукуямы я прочитал такую мысль, что в случае, когда происходит конфликт между странами, может возникнуть конфликт лояльностей. Да? То есть, например, у меня паспорт двух стран, которые находятся между собой в каком-то конфликте. Вот на чьей стороне я буду в таком случае? И вот это вот для меня не самый последний вопрос, да, потому что, я в ситуации геополитической конфронтации, я для себя решил, что мне надо сделать выбор. В конце концов, или я с Россией, или я на Западе. И вот я сделал такой выбор в пользу Запада. Не хочу ничего плохого сказать в отношении людей, которые не делают такого выбора. У многих просто нет выбора, потому что у них только один паспорт. У меня был выбор, у меня было два паспорта, и я решил от одного отказаться. Вы за кадром проговорили, что вы даже были членом консервативной партии в Великобритании. Да. Так? Как вы в нее вступили? Почему? То есть вы, во-первых, разделяете идеи консервативной партии? У меня такая очень странная траектория. Я начал как советский пионер и кончил как член консервативной партии. Хотя временно, потому что в конце концов меня все-таки выгнали из партии за неуплату членских взносов. Партия находилась и находится в глубоком кризисе, и поэтому я вот не знаю, что с этой партией делать. Я себя всегда считал центристом, то есть я немножко был с правой стороны, но центрист. Многое также воспринималось, скажем так, со стороны левоцентристских партий. То есть, ощущал себя абсолютным центристом. Почему мне необходимо было вступать в партию? Потому что, когда я приобрел гражданство Великобритании, это было уже много лет тому назад, я подумал, что мне необходимо принимать активное участие в политической жизни страны. Я считал себя частью этого общества. Например, мы находимся в городе Кардиффе. Если я иду по улице и вижу там мусор какой-то, да, я вот его подбираю и могу там выбросить в урну. Но для этого не нужно быть членом партии. Да, для этого не нужно. А вот для того, чтобы принимать участие в демократическом процессе, может быть, и нужно. Я посчитал, что для меня это важно. Потом это сошло на нет. Это результат политических изменений в Великобритании. Я пока еще не понял, куда мне идти вот в данной ситуации, потому что все находится в какое-то движении. Буквально здесь недавно прошли местные выборы. Удивительные результаты, да, этих выборов. То, что происходит сейчас в стране. А так во всем мире происходит? Старые партии, лейбористы, консерваторы, они по сути разваливаются. И люди сейчас должны решить для себя, где новые силы, к которым они могли бы пристать, чтобы они ощущали себя частью какой-то политической идеи. Я пока не нашел для себя такую партию Великобритании, которая бы, скажем так, сошлась в моих центристских предпочтениях. Я пока еще нахожусь в процессе политического выбора. Но это важно делать любому гражданину. Принимать какие-то политические решения, ходить на выборы и так далее. Как вы стали интересоваться холодной войной? Почему это предмет интересов? Я в 1999 году учился в Лондонской школе экономики на факультете международных отношений. И тогда я решил написать реферат по теме советско-китайских отношений. Для меня это была первая такая экскурсия, стала первая экскурсия в историю холодной войны. А почему российско-китайских отношений? Это потому, что я
вырос на Дальнем Востоке. Для меня, я в принципе родился в небольшой деревне, там в городке прямо на берегу реки Уссури, то есть по ту сторону границы от Китая. И мне Китай был интересен, и вот я решил заняться советско-китайскими отношениями. И потом уже расширился, углубился и ушел в другие стороны. И потом, в последнее время попытался написать общую историю холодной войны, то есть историю глобального противостояния, не фокусируясь непосредственно только на России или на Советском Союзе и Китае. НАТО создавалось как система противодействия Советскому Союзу? Конечно. Если вы посмотрите, когда была НАТО создана, это апрель 1949 года, что мы имеем в это время? Советский Союз уже фактически контролирует своих сателлитов в Восточной Европе. Последней страной, где еще было более-менее коалиционное правительство, это была Чехословакия. Там организовали путч коммунисты в 1948 году. И после этого Сталин попытался выжать американцев из Западного Берлина. И это привело к Берлинскому кризису и к блокаде Берлина со стороны Советского Союза и американской попытке поддержать жизнь в Берлине. Они завозили продовольствие, медикаменты самолетами. Американцы поняли тогда, что да, действительно надо организовать как-то самозащиту. И это было организовано, и тогда было организовано НАТО. Я бы не сказал так, что 45-й год настает, да, заканчивается Вторая мировая война, и как будто выключают свет, и начинается холодная война. А скатывание к холодной войне – это тоже был процесс. То есть не сразу наступила конфронтация. Потихоньку она как-то развивалась, но на это ушло 2, 3, 4 года. И чем дальше, тем меньше обе стороны доверяли друг другу. И в результате пришли к тому, что американцы решили создать НАТО, потому что им надо было противостоять советской угрозе в Европе. Что тогда делает Сталин? В Европе все было поделено. Тогда ситуация уже по-другому начинает развиваться в Азии. Там к власти приходят коммунисты, Сталин поддерживает коммунистов, и начинается Корейская война. То есть в ситуации, когда фактически уже нельзя было двигаться куда-то в Европе, Сталин поворачивается лицом к Азии и пытается там что-то сделать, и пытается там продвигать свою политику. И тут возникает новый игрок холодной войны, о котором так мало говорят – Китай. Да, фактически да. Почему мало? Мне Китай любит говорить. Мне кажется, что в контексте холодной войны о Китае не говорят примерно никогда. Может быть, вы правы, потому что, знаете, с точки зрения европейцев, что такое холодная война? Она ассоциируется с Германией, с Берлинской стеной, которую, кстати, возвели только в 1961 году. То есть первые сколько лет холодной войны не было никакой Берлинской стены. Люди убегали из этой советской зоны, поэтому и пришлось возвести же по этой причине. А в Азии, да, там, смотрите, там Советский Союз поддерживал коммунистов, но поддерживал... Советский Союз вообще участвовал в создании китайской компартии. Это было еще в начале 20-х годов. Подождите, давайте тогда постепенно. Какие отношения между Мао и Сталиным? Плохие. Да. А почему? Отношения изначально были плохие. Потому что Мао, он самобытный такой коммунист. Он не жил в Москве, ему мозги не промывало НКВД, он не был агентом советским. Он фактически был партизаном, считал себя таким революционным деятелем, который фактически не зависел от Сталина. И действительно это было так. Он выжил каким-то образом в противоборстве с Чан Кайши до середины 30-х годов. Потом, когда уже Япония напала на Китай, Чан Кайши повернулся, занялся Японией в первую очередь. КПК, то есть Коммунистическая партия Китая, тоже в это время смогла как-то выжить и консолидировать свои позиции. В 1945 году Мао находился в такой ситуации, когда он хотел уже перейти в наступление, начать фактически гражданскую войну против Гоминдана, против Чан Кайши. Сталин не хотел этого. Для Сталина Китай это была такая, я бы не сказал, что это пешка была, но это была фигура в его глобальной игре. И он в Ялте договорился с Рузвельтом о том, что у Советского Союза будут определенные интересы в Азии. И эти интересы включали в себя интересы в Китае. Помните, в Порт-Артуре эта база еще русского флота, которую потом... Знаменитое место. Которую
Россия потеряла во время войны с Японией. Так вот, Сталин хотел вернуться туда. Он хотел там вернуть себе железную дорогу, которая проходит через Манчжурию. Он хотел там защитить свои интересы в Синьцзяне. Это на северо-западе Китая. И в этой связи он готов был пойти на то, чтобы фактически сдать Мао. Не совсем сдать, но, по крайней мере, он не хотел его открыто поддерживать, потому что он вообще не верил в победу китайской революции. Уже после смерти Сталина Мао стал говорить, вот этот Сталин, он никогда не верил в Китай, он никогда не верил в победу китайской революции. Я так понимаю, что у них еще взгляд на то, каким должен быть коммунизм, военным или гражданским, немножко расходился. Вы знаете, когда Мао пришел к власти в 1949 году, фактически китайские коммунисты стали восстанавливать страну по рецептам Советского Союза. Если вы сегодня поедете в Пекин и посмотрите, например, там на площадь Тяньаньмэнь, вы увидите, насколько там сильно влияние вот советских идей, о том вообще даже как планировка города должна быть организована. Первый мост через реку Янцзы проектировал советский инженер. Потому что Мао смотрел на Советский Союз и думал, что это будущее. Советский Союз, вот советская модель индустриализации, она подходила, в воображении Мао, она подходила Китаю. И только в конце 50-х годов Мао решил, что это не то. И тогда он уже перешел к политике большого скачка, отказался от Советского Союза и завел в Китай фактически в катастрофу, когда там от голода умерло где-то там 35 миллионов человек. Если вернуться к Сталину, то Сталин до победы китайской революции, до 1949 года, вообще не был уверен в ее победе окончательной. И он так немножко нехотя поддерживал Мао. А в 1945 году Сталин направил Мао телеграмму и сказал: езжай в Чункинь, это вот военная столица Китая, договаривайся с Чан Кайши. Мао не хотел лететь туда, потому что он думал, Чан Кайши его убьет. Почему это Сталину было нужно? Потому что у него был договор с Чан Кайши, и он готов был расплатиться с Чан Кайши интересами китайских коммунистов, скажем так. Потом все сложилось по-другому. Началась гражданская война в Китае, и к 1949 году китайские коммунисты приходят уже к власти. И Мао Цзэдун, конечно, поворачивается к товарищу Сталину. Давайте, мы тут будем создавать альянс, Советско-Китайский Союз. Он едет в Москву в декабре 1949 года, встречается со Сталиным. Потом в феврале 1950 года они подписывают договор. Создается Советско-Китайский Союз, который просуществовал на бумаге до 1979 года. В реальности к концу 50-х он стал разваливаться. До какого момента ни одна из двух самых больших держав-участниц Холодной войны не рассматривает Китай как важную силу в этой войне? Мне кажется, для Советского Союза Китай был очень важной силой. Как-то исторически Россия, даже и Российская империя была как-то больше связана с Китаем. Да? То есть у них было определенное представление о важности Китая. Сталин, конечно, может быть, не так рассматривал Китай, скажем, как рассматривал Китай Хрущев. Первый его фактический визит – это визит в Китай в октябре 1954 года. И вся эта сумасшедшая мода на китайские сервизы, музыки, все на свете в Советском Союзе. Да, потому что Китай – это же огромная страна с самым большим населением. Если Китай окажется в советском лагере, он уже был частью советского лагеря, то это, конечно, укрепит воображение Хрущева, это укрепляло советский лагерь, поэтому Хрущев был готов пойти на все фактически, чтобы как-то привлечь Китай на свою сторону. Он, кстати, прекрасно понимал, что отношения Мао Цзэдуна и Сталина были очень натянутыми, очень плохими. Почему? Когда в 1949 году Мао ездил в Москву подписывать договор, все на самом деле было очень сложно, потому что он приехал, встретился с Сталином, говорит: давайте мы подпишем договор. Сталин говорит: да может быть, не будем, потому что у нас есть уже другой договор с Китаем. Это договор 1945 года с Чан Кайши. Мы не хотим менять этого. Да? Сталин оставил Мао фактически вариться в собственном соку, и Мао там где-то сидел на какой-то даче у Сталина какое-то время и уже угрожал, собирался там уезжать из Москвы. И в результате все равно Сталин пошел на то, чтобы подписать новый договор. Но даже подписав новый договор, он настоял на том, чтобы у Советского Союза были сохранены определенные интересы в Китае. Это совместные предприятия. Что такое совместные советско-китайские предприятия в контексте начала 50-х годов? Это фактически Советский Союз контролирует огромные предприятия на территории Китая. Такие, например, как предприятия в Синьцзяне по добыче нефти, или железная дорога, которая проходила через Манчжурию. То есть у Сталина было такое империалистическое видение. Он подходил к Китаю, как, я не знаю, Николай II подходил к Китаю тогда в начале 20 века. А Хрущев, придя к власти, посчитал, что это все
пережитки империализма и что надо действительно помогать Китаю. Помощь Советского Союза усилилась очень серьезно в середине 50-х годов. И даже дошло до того, что в 1957 году Хрущев пообещал передать Китаю атомную бомбу. Но не передал, передумал в последний момент. Уже начались вот такие трения в советско-китайских отношениях. Был инцидент в 1958 году, когда Советский Союз предложил Китаю создать совместный флот. А китайское руководство, Мао Цзэдун, они же националисты. Они сказали, ну какой еще совместный флот? Вы что, пытаетесь управлять Китаем? Вы что, пытаетесь контролировать нас? И вот это вот все высказал Мао Цзэдун советскому послу Юдину, который информировал Москву. Он был, конечно, в шоке. Хрущев немедленно вылетает в Китай. Это был самый странный саммит, наверное, за всю историю холодной войны, потому что этот саммит проходил в Пекине. Тогда было жарко, это был конец июля, начало августа 1958 года. Саммит проходил в Джоннанхае, китайский Кремль, в бассейне. В бассейне. Они прям сидели в бассейне? Да, Мао сказал, давайте, пойдемте в бассейн. Да, вот они в бассейне сидели. Вот. И Мао ему сказал... А фото есть? Нет, фото нет, есть записи бесед. Причем они есть на китайском и на русском. И вот очень интересно вот сравнивать то, что они говорили. Мао предъявил такие претензии. Он говорит, ну что вы хотите нас контролировать? Хрущев, да нет, вы что, мы никогда, у нас мысли не было, это посол перепутал. И чем это все закончилось? Ну понятно, что это вот такое определенное трение. Вроде как потом Мао сказал, ну все нормально, забудем, все будет, все прекрасно. В последний момент, перед тем, как Хрущев возвращается в Москву, Мао ему говорит, давайте опубликуем сообщение о вашем визите. А Хрущев говорит, ну это же секретный визит, почему? Ну вот надо. Значит, опубликовали сообщение. Через несколько недель после этого Китай начинает артиллерийскую атаку против островов, которые находятся вот недалеко от, знаете, в Китае вот провинция Фудзян, и там город Сямэнь. Прекрасный город, замечательный, очень красивый город. Вот прям буквально, ну, можно сказать, в черте города находятся эти острова, которые контролируются Тайванем. Потому что Чан Кайши, после того, как он проиграл гражданскую войну, он выехал на Тайвань, организовал там свое правительство. Почему мы сейчас имеем Тайвань? Да, потому что вот Чан Кайши там организовал свое правительство, удержался у власти. И вот эти вот острова, которые со стороны войск Народной армии Китая, начинают они обстреливать эти острова. Хрущев говорит, а что, почему вы нам ничего не сказали об этом? Да, потому что это не обсуждалось в Пекине, в бассейне. Они говорили обо всем, но только не об этом. То есть это было таким большим сюрпризом. Ну вот Хрущев решил после этого, что, наверное, китайцы все-таки вот им нельзя доверять. Потом он там приезжал еще один раз в Пекин. Это было в октябре 1959 года. И фактически просто вот поругался с Мао. Они там кричали друг на друга. И после этого вот Советский Союз решил не давать им ядерную бомбу. А так, в принципе, Хрущев готов был. Но Брежнев же тоже очень любил Китай, с большим уважением в его сторону смотрел. Нет, Брежнев, у него, знаете, у него была такая интересная концепция Китая, достаточно из области ориенталистики. То есть, ну, можно даже сказать, что он ненавидел Китай. Он вот не так. доверял, да, он не доверял. Когда он приходит к власти, это после октября 1964 года, кстати, тогда он становится первым секретарем после 1966 года генсеком, но тогда фактически премьер-министром был Косыгин. Косыгин посчитал сначала, что, может быть, советско-китайский раскол произошел по вине Хрущева, потому что он же был такой импульсивный, он там любил, там, не знаю, кричать, кулаком махать. И Косыгин поехал в Китай, встретился с Мао Цзэдуном, это было в феврале 1965 года. Перед этим китайцы даже отправили делегацию в Москву. Делегация пришла на прием в Кремль. На приеме в Кремле выступил товарищ Родион Малиновский, который был министром обороны, и сказал в тосте, что вот мы выкинули свою старую калошу Хрущева, почему бы вам то же самое сделать китайцам? Ну, там, конечно, возник страшный инцидент, китайцы обвинили Советский Союз в таких провокационных заявлениях, и Брежнев пытался объяснить китайцам, что нет, вот Малиновский, он просто был пьяный, напился, и поэтому несет там какую-то чушь, а китайцы говорили, ну нет, то, что он напился, это наоборот показывает, что он
говорит то, что думает на самом деле. Ну, вот такие вот были забавные отношения. Потом в феврале 1965 года Косыгин едет в Китай, встречается с Мао Цзэдуном, он говорит, ну что такое, мы же коммунисты, и вы коммунисты, почему у нас вот такая вот ситуация в отношениях? И Мао Цзэдун говорит ему, что наш раскол продлится 10 тысяч лет. На что Косыгин говорит, почему так долго? Можно покороче как-то сделать. Мао Цзэдун говорит, хорошо, я вам сделаю скидку на 1000 лет. Наш раскол продлится 9000 лет. Вот. После этого Косыгин возвращается в Москву, Брежнев спрашивает, ну что? Ну вот не получилось. Да? А Брежнев, в свою очередь, не доверял Китаю. После вот этих вот событий у него вообще создалось такое мнение, что китайцы, я бы даже, сказал, немножко у него такое в сторону расизма было мнение о китайцах, что вот китайцам нельзя доверять, что они такие хитрые, что они действуют из-под тишка и так далее. Откуда я это знаю? Это все есть в документах. То есть он об этом рассказывал американцам, он об этом рассказывал своим восточноевропейским союзникам. Что можно делать с этими китайцами? Смотрите, что они делают. Да? Тогда, конечно, в Китае же началось культурная революция, начиная с 1966 года, вот эти вот хунвейбины появились, там вообще просто какое-то безумие происходило на улицах. Этого не понимали в Советском Союзе, да, как пел тогда Высоцкий в далеком созвездии Тау-Кита, все стало для нас непонятно, а это же не про инопланетян песни, это про Китай песни. Это, конечно, усиливало такой образ Китая в Советском Союзе как страны, которой нельзя доверять, которая агрессивно настроена по отношению к Советскому Союзу. Все это довело до советско-китайского открытого конфликта на реке Уссури возле острова Даманский. Это был март 1969 года. Ваша последняя книжка «To Run the World» «Управлять миром», да, как Кремль пытался захватить власть над миром. Правильно? Вот так можно? Ну да, и там, знаете, это такая... С одной стороны, там пишется много о советской внешней политике, о китайской тоже, но править миром это была не только попытка Кремля, американцы тоже этого хотели, просто это история холодной войны. Это цитата. Это цитата, да, это цитата. Это, знаете, Киссинджер встречался с Брежневым в 1973 году, это было в Завидово, там у Брежнева была дача, да, вот тогда охота была, и когда Брежнев пригласил Киссинджера, вот как это называется, вот эта вот башня, куда они залазили, чтобы стрелять кабанов. И в один момент Брежнев сказал Киссинджеру, я вам скажу так, без переводчиков, без записи, переводчик, конечно, там был, это Суходрев был, мы хотим с вами сотрудничать, и мы будем вместе править миром. И потом Киссинджер передал эту идею Никсону, говорит, смотрите, что они мне сказали там, да. Был у них шанс так сделать? Нет, американцы бы ни с кем не хотели вместе править миром. И эти тоже ни с кем не хотели вместе. Они просили, чтобы им дали место, а потом, конечно, немножко приустроившись, может быть, и выпнули кого-нибудь. То есть это, знаете, как король горы. Кто там наверху, тот и правит миром. У Советского Союза не было шансов. Что происходит в этот момент с американским пониманием Китая? А американцы, когда вот это вот все происходит, они смотрят и думают, так... А нет ли там для нас какого-то шанса? Может быть, это для нас момент как раз туда внедриться. Потому что американцы не имели никаких дипломатических отношений с китайцами с 1949 года. У них были там какие-то переговоры в 50-е годы, у них были встречи послов в Варшаве. Никсон, когда он пришел к власти, он считал, что Китай – это очень серьезная держава, и что американцы не могут себе позволить игнорировать Китай. И вот что их подтолкнуло к этому, это как раз попытки со стороны Советского Союза прозондировать почву насчет возможности превентивного ядерного удара со стороны Советского Союза по Китаю. Потому что был такой инцидент был. То есть там кто-то из советского посольства разговаривал с американскими дипломатами и сказал, кстати, а что бы американцы сделали, если бы мы нанесли ядерный удар по Китаю? Да, это вот был такой странный подход, который дошел до Киссинджера. Он был советником по национальной безопасности у Никсона. И, как Киссинджер пишет в своих мемуарах, это подтолкнуло американцев именно к переосмыслению роли Китая. К 1971 году уже все стало ясно, потому что Киссинджер приезжает в Китай, это был секретный визит в июле 1971 года, и Никсон приезжает в Китай в феврале 1972 года, и тогда вот американцы разыгрывают эту карту, китайскую карту против Советского Союза. Я думаю, что Никсон более
серьезно думал о Китае. Он просто понимал, что Китай – это действительно великая держава, с которой необходимо иметь какие-то отношения. И, соответственно, в 70-е годы американско-китайские отношения резко улучшаются, а советско-китайские отношения продолжают находиться в такой фазе конфронтации. И я написал об этом в книге. Существует очень интересный документ. По-моему, в 1971 году приезжает Чаушеску. Помните Чаушеску, который был руководителем Румынии? Румыны очень пытались там помирить Советский Союз и Китай. Так вот, Чаушеску приезжает в Китай, встречается с Мао Цзэдуном. Он говорит, ну смотрите, вы улучшили отношения с американцами. Это же империалисты. Почему вам не улучшить отношения с Советским Союзом? И вы знаете, что сказал Мао Цзэдун? Как бы это так поприличнее выразиться. Говорить как было. Он сказал, что вот они ссут мне на голову, а я должен с ними улучшать отношения. В общем, улучшение отношений не произошло с Советским Союзом до начала 80-х годов. Сейчас у кого лучше отношения? У Трампа с Си или у Путина с Си? Я думаю, что все-таки у Путина с Си. Я бы не сказал, что они там друзья. Знаете, говорят, что они вот встречались больше 40 раз, что они там оба диктаторы, поэтому они друг другу доверяют. Сейчас куда ни посмотри, везде диктаторы. Ну да, знаете, есть такое понятие alone at the top, да, это когда человек находится на вершине власти, он фактически одинок. То есть я не думаю, что у Путина реально могут быть какие-то друзья, тем более Си Цзиньпинь. Я не думаю, что они особо там доверяют друг другу, что у них какие-то близкие отношения. Я думаю, кстати, что у Путина намного лучше отношения были с тем же там Шрёдером или там с Берлускони, чем с Си Цзиньпином. Но здесь налицо, во-первых, взаимодополняемость экономик России и Китая сегодня. Россия – это страна, которая экспортирует ресурсы. Нефть и газ Китаю это очень надо. Китай экспортирует свои технологии, которые необходимы России. Я думаю, что и Россия, и Китай что-то все-таки вынесли для себя из своей сложной истории. А вынесли вот что. Китайцы в 60-е годы очень часто жаловались на то, что Советский Союз пытался ими руководить. Что вот они великая держава, Советский Союз пытался там давать директивы. А сейчас, я думаю, китайцы прекрасно понимают, что на такой основе не создать хороших отношений с Россией. И несмотря на то, что между Россией и Китаем нет паритета, в экономической области, по крайней мере, Китай намного сильнее России. На Западе очень любят говорить, что вот Россия стала вассалом Китая. Это, конечно, звучит обидно для России. Я не думаю, что это так на самом деле. Но даже если бы это было так, Китай все равно не пытается вот навязать свою точку зрения. У них, конечно, у китайцев есть определенные вещи, которые они, где они не согласны с Россией, или там они готовы очень долго договариваться и не уступать, например, в вопросах там, конструкции, строительства газовых трубопроводов и так далее. Да? Но в стратегических вопросах фактически они уважительно относятся к России и не пытаются давить на Россию. И вот это вот очень резко отличается от того, как Советский Союз относился к Китаю в 50-е, 60-е годы. И мне кажется, может быть, это то, что китайцы вынесли из этой вот сложной истории, что все-таки надо уважительно относиться к России, потому что иначе нельзя на другом основании не построить просто добрых отношений. Но доля китайских товаров на американском рынке выше, чем доля китайских товаров на российском рынке. Нет, конечно, если просто брать экономические отношения Китая и США, то, конечно, Россия вообще, по-моему, она еле-еле вошла в первую десятку партнеров внешнеэкономических Китая. Вот после начала войны российско-китайские экономические отношения сразу пошли вверх, частью для того, чтобы компенсировать потери на Западе от санкций. И вот тогда Россия в первый раз, по-моему, попала в десятку торговых партнеров. А так, конечно, у Китая ближе экономические отношения с США, с Европой, колоссальный, да, просто огромный торговый баланс, с Японией, с Юго-Восточной Азией. Если мы говорим, а сейчас много говорят о том, что мы выходим на второй виток холодной войны, согласитесь ли вы с тем, что исход ее будет зависеть от того, чью сторону возьмет Китай? И, кстати, знаете, вот когда говорят о новой холодной войне, имеют в виду прежде всего не Россию, а Китай же, да? То есть Китай и США, Китай а не Россия. и США, не Россия и США. То есть Россия теперь
не считается, что ли? Посмотрите доктрину национальной безопасности США, вот трамповскую, последний документ, который они публиковали. Там вообще пишется о том, что Россия это фактически региональная, ну, может быть, не совсем тем языком, как говорил об этом Обама в свое время, что Россия региональная держава, но реально они как раз об этом и пишут, что если брать Европу с ее потенциалом, экономическим, военным потенциалом, этот потенциал намного превосходит все, что имеет Россия. То есть даже вот в контексте Европы и Россия это очень слабый соперник. Поэтому американцы говорят о том, что им надо фокусироваться на Китае, а там не на какой-то России, которая фактически отошла от дел. В вашей книге есть довольно интересное замечание о том, что, на ваш взгляд, ни Хрущев, ни Брежнев не читали никакого Маркса и уж точно не разделяли там всех этих глубин, настоящих идей. Ну да, вот это вот интересный вопрос. Потому что американцы на Западе очень много говорили о том, что Советский Союз действует в соответствии с марксизмом-ленинизмом. И сами советские руководители тоже об этом говорили. Но читали ли они Маркса или Ленина? Вот я очень сомневаюсь. Конечно, какой-нибудь Михаил Суслов, который руководил там идеологическими вопросами, то он, наверное, конечно, читал. А вот, собственно, руководители страны, наверное, все-таки нет. А наиболее продвинутым в этом отношении был Сталин. Вот он действительно читал, в архивах это видно, он там сам комментировал что-то. Есть книги, на полях которых он комментировал разные вопросы. Я бы не назвал его, конечно, интеллектуалом, но, по крайней мере, это был человек, который был на голову выше в интеллектуальном плане некоторых других. И Горбачев. Вот, как мне кажется, Горбачев тоже был очень начитанным. Это не спасло Советский Союз от развала. Там уже были более глубокие причины даже. Горбачев прекрасно понимал, что происходит, но он просто не знал, как можно решить эту проблему. Вернемся к холодной войне. Во-первых, правда ли, что был шанс, что Советский Союз вступит в НАТО, и почему тогда не вступил, что случилось? Советский Союз всегда рассматривал НАТО как такую агрессивную организацию, как как-то выразился по этому поводу Хрущев. НАТО – это не спортивный клуб. Да, не спортивный клуб. Мы понимаем, для чего создано НАТО. И фактически создание НАТО Советский Союз пытался как-то развалить эту организацию. Каким образом? Сначала в 1954 году Вячеслав Молотов попытался, предложил, чтобы Советский Союз вошел в НАТО, стал бы полноправным членом Альянса. Ему было отказано, потому что сказали, что, только для демократических стран. Потом, во время Холодной войны, таких идей больше не выдвигалось со стороны Советского Союза, но они все равно очень надеялись на то, что НАТО развалится. И все время присматривались, как, кто-то там, должны же какие-то быть конфликты между ними. И они очень обрадовались, я имею в виду советских руководителей, когда в 1966 году Франция вышла из военных структур Альянса. Саркози ее потом вернул, это уже было намного позже. А фактически на протяжении многих десятилетий Франция не участвовала в НАТО. И тогда, это было уже в середине 60-х, советско-французские отношения улучшались. С 1969 года мы имеем там Остполитик со стороны Бранта, улучшается отношения с Западной Германией. И Брежнев очень рассчитывал на то, что ему удастся оторвать и Западную Германию, и Францию от Америки. И как-то развалить НАТО таким образом. То есть он тогда понимал, что у Советского Союза есть серьезные ресурсы, это нефть и газ, и он пытался продать эти ресурсы тем же немцам, сделка газ-трубы 70-го года. И НАТО рассматривалось в этом контексте как такой альянс, который необходимо было развалить. Они не знали точно, как его разваливать, по крайней мере, была надежда, что он развалится сам. Но НАТО не развалилось, мы подходим к концу 80-х годов. Что происходит? 89-й год. Падение Берлинской стены, поднимается вопрос, а что делать дальше? Вот в Восточной Германии стоят советские войска. Восточная Германия – часть Варшавского договора. Если объединяется Германия, Западная Германия в НАТО, Восточная Германия в Варшавском договоре. И Михаил Сергеевич Горбачев тогда пытался понять, как это можно, что тогда делать. Может быть, распустить оба альянса. Распустить Варшавский договор и распустить НАТО. Он предлагал этот вариант. Тогда американцы сказали, а почему мы должны распускать наш альянс? Это у вас там разваливается ваш. У нас все прекрасно. У нас все прекрасно, мы ничего не будем делать. Тогда Горбачев предложил, чтобы Германия вообще стала нейтральным государством. То есть она бы вышла из НАТО и стала бы объединенная Германия.
Германия, но американцы тоже говорили, ну а почему? Это, кстати, даже для вас хуже. Представьте, Германия, которая не привязана ни к какому блоку, сама по себе плывет куда-то по течению. Это опасно для Советского Союза. Вы что забыли Вторую мировую войну, когда она там сама по себе была? А, кстати, Путин очень часто ссылается на этот инцидент. 9 февраля 90-го года в Москву приезжает госсекретарь США Бейкер, встречается с Горбачевым и говорит ему, что давайте вот такой вот вариант. Восточная Германия присоединяется к Западной, то есть объединение Германии происходит, но зона НАТО не распространяется ни на 1 дюйм на восток. Вот именно такое было предложение высказано. И Горбачев что-то говорит в том плане, что очень хорошо. И потом, конечно, что произошло? Потом Путин аргументирует тем, что они обманули. Что обманули, они вот нам говорили так. На самом деле ничего подписано не было. То есть он говорит, что вот они сказали, а в результате документов никаких подписано не было. Когда Бейкер возвращается в Америку, ситуация уже поменялась. Джордж Буш говорит, а что это мы будем что-то с ними, в чем будем обещать? А почему они не подписали ничего? Если бы Советский Союз настоял на этом, то, может быть, и что-то бы и подписали. Но у Горбачев находился в критической ситуации. Фактически уже начинает разваливаться Советский Союз. Ему нужны политическая поддержка, ему нужна финансовая поддержка со стороны Запада. Ему не до того, чтобы там подписывать какие-то грандиозные договоры США. Конечно, в результате подписали договор по Германии. Это вот договор об объединении Германии. Там не написано, что были даны какие-то обещания о нераспространении НАТО на восток. Наоборот, кстати, там написано про то, что это может произойти после вывода советских войск. На это очень ссылается Путин. В мае 90-го года Горбачев просто открытым текстом предложил Бейкеру. Они опять встретились. Он говорит, а почему Советскому Союзу не вступить в НАТО? На что Бейкер ему ничего не ответил. Он просто проигнорировал этот вопрос. Я, очень долго думал над этим и общался с людьми, которые тогда были участниками событий. И у меня нет, как бы так лучше сказать, какая-то, такая шизофрения, что ли, произошла. Если смотреть на это со стороны России, я думал, почему вот так вот зажали Россию, почему бы тогда не принять бы Советский Союз в НАТО, была бы общая зона безопасности и так далее. С другой стороны, если я откладываю российский паспорт и говорю, нет, извините, я гражданин Великобритании, и я могу представить, что мы берем Россию в НАТО или Советский Союз, это парализует просто эту организацию, потому что с Россией тогда и Советским Союзом было очень сложно иметь дело. Она была не готова ни к какому вступлению в НАТО. Зачем нам, с точки зрения, например, интересов? Что значит не готова? Россия не готова была с военной точки зрения вступать туда. С политической это была еще не совсем, скажем так, непонятно какая страна. Постоянно она находилась в кризисе. То есть вы берете такую страну, которая находится в состоянии полуразвала, приглашаете ее в НАТО, говорите, давайте жить дружно. Это большая как в избушке. Знаете, какую сказку? Помните, там медведь потом пришел и сел на избушку, все развалилось. Вот так и Россия бы пришла в НАТО и развалила бы НАТО. То есть, если смотреть на НАТО как реальный альянс, где сотрудничают государства, у которых общие интересы, у которых десятилетия совместной работы, которые знают, как реагировать на разные политические и военные кризисы, то приглашение России в НАТО это фактически равнозначно было бы развалу альянса. Но вы считаете, что все-таки НАТО – это военная организация или политическая? Вы сейчас сказали военно-политическая. Конечно, это военно-политическая организация. НАТО было создано для того, чтобы защищать государства-члены НАТО от внешней агрессии. Причем, когда создан только был альянс, первый генеральный секретарь НАТО, лорд Ишмей, его звали, сказал так, что НАТО создано для того, чтобы, я скажу по-английски, to keep the Americans in, the Germans down and the Russians out. Американцев привязать к Европе, Советский Союз фактически вытолкнуть, не пустить, а немцев прижать. Принизить, вот так. Это была главная теория, для чего был создан спасибо, что этот прямо, альянс. что называется. Горбачев предлагал что-то другое. Он говорит, давайте все жить дружно, мы будем создавать Европу от, я не знаю, откуда там, от Португалии до Владивостока. Это будет общая такая зона безопасности. Нам не надо никакого НАТО.
Американцы говорили, а почему, зачем? Зачем мы будем жертвовать своими вот геополитическими интересами для того, чтобы Советский Союз чувствовал себя хорошо? Ведь они проиграли холодную войну, вот пусть сидят теперь. Вот, ну, конечно, можно сказать с другой стороны, ну да, вот сели и сидели. И к чему это привело? Это привело фактически к конфронтации, к реваншизму. Если бы, может быть, другая политика была бы тогда по отношению к Советскому Союзу и потом по отношению к России, политика более направлена на то, чтобы интегрировать Россию, может быть, что-то было бы по-другому, да, может быть. Но история не терпит сослагательных наклонений. Давайте тогда закрепим этот важный ответ на вопрос, потому что я его не задала, но он как будто бы прозвучал. То есть вы считаете, что в холодной войне Советский Союз проиграл? Да. Причем Горбачев не хотел верить в это. Он, встречаясь с Бушем, говорил о том, что, мол, не Советский Союз проиграл, а холодная война проиграла. Что вот мы... Идея войны проиграла. Да, что вот мы сейчас, у нас тут новые идеи, мы тут будем новый мир какой-то строить. Но фактически, я думаю, и сам Горбачев понимал, что его страна проиграла. И это реально было так. Кто развалился, что развалилось? Варшавский договор развалился, Советский Союз развалился. Ну, американцы остались в плюсе. Вот Они это всегда в плюсе. Я бы не винил американцев, потому что, мне кажется, в первую очередь при изучении этих вопросов надо делать упор на том, что Советский Союз сам несет ответственность за вот этот вот проигрыш. У него была нежизнеспособная система. Если вы смотрите на экономическую сторону дела, в 50-е годы вроде все говорили о советском экономическом чуде. Ну как же там в октябре 1957 года запускаем спутник, потом в 1961 году Юрий Гагарин летит в космос, строим коммунизм. Тогда думали, что, и даже в Америке многие думали, что Советский Союз как-то вырывается вперед. Вот как сейчас мы говорим про Китай, да, потому что у Китая есть какие-то определенные достижения, скажем, в области искусственного интеллекта, их система железных дорог, ну, намного лучше, чем все, на что способна Европа, тем более в Америке. И поэтому сейчас многие говорят, ну, Китай находится где-то впереди, уходит там в определенных каких-то вопросах, технологических, экономических. Китай ушел вперед. То же самое говорили про Советский Союз и в той же Америке в 50-е годы, что советская система жизнеспособна, что они достигают огромных успехов в космической области, например, в области, там, не знаю, производства ракет, ну и так далее, да. Потом все это сошло на нет, причем это произошло достаточно быстро. Что у нас в 1962 году происходит? Это Новочеркасск. Там после повышения цен на мясопродукты там, и так далее, да, люди выходят на улицу, там протестуют, их там расстреливают и так далее. Да, это происходит вот весной 1962 года. В 1963 году Советский Союз начинает продавать золото на мировом рынке. Для чего? Чтобы импортировать зерно. Как так? Ведь там же была сельскохозяйственная политика, мы там должны были накормить весь мир, там кукурузу садили, где-то там какие-то степи осваивали, да? Ничего, все это проваливается, и оказывается, что Советский Союз даже не может не в силах прокормить себя. Ну, это сказали, ну, 1 год, может быть, там что-то произошло вот конкретно в 1963 году. Но нет, дальше все ухудшается только. И уже я вот сам смотрел записи Политбюро, которые рассекретили. До 1966 года можно посмотреть в Москве записи, протоколы совещаний Политбюро. В 1966 году собирается Политбюро, обсуждает экономические проблемы в стране. Там такая длиннющая запись, на где-то страниц 200. Все прекрасно понимают, что сельскохозяйственная отрасль идет, знаете, как в анекдоте, нога в ногу с промышленностью. Все понимают, что какие-то проблемы очень серьезные. Никто не знает, что с ними делать. Были косыгинские реформы. Вот. Все это не зашло, не получилось. А в 1968 году Андропов пишет Брежневу, тогда был руководителем КГБ, говорит, мы не вкладываем достаточно средств в компьютерную революцию. У американцев намного больше компьютеров. Если так будет продолжаться, и производительность труда не будет увеличиваться в Советском Союзе, Советский Союз проиграет холодную войну. Этот документ нашли в столе Брежнева в ноябре 1982 года, когда Леонид Ильич умер. Тем не менее, реформы не проводились. На чем выплыл Советский Союз? В 1973 году происходит война на Ближнем Востоке.
Это приводит к повышению цен на нефть практически в 4 раза очень быстро. А Советский Союз где-то вот в середине 60-х годов открывает новые большие запасы нефти и газа в Западной Сибири. И начинает экспортировать вот это вот сырье на Запад, потому что больше нечего было экспортировать. Много шло разговоров, что, может быть, у нас там какие-то есть технологии, которые кто-то будет покупать. Никто ничего не покупал. Никому не надо было. Это вот советское добро, по крайней мере, на Западе. Кроме ресурсов. И тогда Советский Союз подсаживается на нефтяную иглу, что мы имеем сейчас с Россией. Единственное, почему Советский Союз не стал Саудовской Аравией, потому что у него очень большие были внутренние потребления энергоресурсов, то есть не все можно было экспортировать, и плюс висела вся Восточная Европа тоже на Советском Союзе. Им надо было помогать, иначе там постоянно происходили бы какие-то революции, которые с ними тоже что-то надо было делать. Но все равно оставались какие-то там ресурсы для того, чтобы экспортировать сырье на Запад, получать доллары и импортировать зерно. И вот эта вот ситуация продолжалась в течение 70-х годов до 80-х. В 80-х уже Андропов прекрасно понимает, что эта система не жизнеспособна, что что-то надо делать, он просто не знает, что. Приходит к власти Горбачев, он говорит, ну давайте, все, тогда давайте проводить экономические реформы, обрушиваются цены на нефть. Это 86-й год, как раз начинается перестройка, и как раз обрушивается цена на Верите в нефть. совпадение всех этих случайностей? Да, конечно, да. И есть такие всякие там конспирологические теории, что вот там чуть ли не Рейган специально там договорился с Саудовской Аравией, чтобы обвалить цены на нефть. Я изучал этот вопрос специально, и ничего такого не было. Просто там слишком много нефти оказалось на рынке, вот, обрушиваются цены на нефть, и это помогает банкротить Советский Союз, но тут надо иметь в виду, что фактически сама система вот этого центрального планирования, она сама по себе была не очень жизнеспособна, да, и поэтому вот провалились косыгинские реформы, они же пытались там как-то улучшить ситуацию в экономике, больше поддерживать какую-то там инициативу местную, но сколько бы вы ни поддерживали местную инициативу, там в контексте какого-нибудь соцсоревнования, все равно центральная система планирования не могла соревноваться с капиталистическим рынком, с американским методом, скажем так, экономической политикой. Но кого ругать? Надо себя ругать, потому что своя система не работала. Знаете, есть даже такая теория среди либерально настроенных людей, что вот американцы недостаточно поддерживали Россию. Им надо было предложить какой-нибудь план Маршалла в 90-е годы, как они вот поддерживали в 47 году уже был предложен план Маршалла Западной Европе, который помог и Западной Европе выехать, собственно, на экономический рост после Второй мировой войны. Так вот, такого плана не было предложено, у России не было денег и так далее. Я говорю, хорошо, но смотрите, коррупция в России. Это что, американцы начали вам коррупцию? Нет, своя страна была коррумпированная. Американцы напали на Чечню, что ли, там в 94 году. Нет, Россия сама полезла в Чечню. То есть мы очень любим винить американцев, что они вот такие плохие, что они там сделали то-то не так. И мне кажется, что лучше винить самих себя. Потому что, начав с самих себя, можно сказать, вот мы сделали то-то неправильно, это неправильно, давайте в следующий раз сделаем по-другому. Расскажите про Корсаков. Там крошечный городок на Сахалине. Да, в период, когда его основали, это один из царских чиновников, по сути, был на Дальнем Востоке, у которого была такая фамилия. Красиво? Природа красивая. А город советский, все разваливается, обшарпанное. Когда я уезжал оттуда, там налицо был постиндустриальный апокалипсис. Сейчас вроде говорят получше, я не знаю, но на протяжении многих лет он представлял собой такой типичный городок, где, несмотря на то, что там крутились нефтяные деньги, да, Сахалин все-таки богат нефтью, почему-то вот ничего не оседало и почему-то не строилось ничего. То есть вот то, что обшарпанное там сохранилось с советских времен, даже с японских, потому что это же город был под контролем японцев до 1945 года, нового ничего не строилось. Вот. И когда я там был в последний раз, я тоже не заметил особо каких-то перемен, но, говорят, после этого вроде какие-то изменения позитивные все-таки есть. Я вот давно уже не был. Сахалин — это единственное место, к которому я пытаю такие чувства ностальгии какой-то, да. Иногда, когда я приезжаю на север Японии, это Хоккайдо, там вот море, абсолютно такое же, то же самое море, просто с другой стороны, да, Японское море. Запах водорослей, вот все это то же самое, к чему я привык как ребенок, когда я рос на Сахалине. Вот это я впитал это в себя, и это, да, какое-то вот такое
особое чувство, которое не испытываешь больше нигде в России. Потому что после этого я много ездил по России, и я нигде не наблюдал вот такую особую какую-то близость. Я не чувствовал себя частью этого общества, например. Ну, не знаю, все для меня как-то было таким далеким. То есть для меня что Москва, что Нью-Йорк, что Пекин одинаковые места, в принципе, по сути. Разницы нет. А вот Сахалин, да, это что-то такое особое. У вас в книге очень интересный заход, когда вы описываете без фамилий юношей с военным прошлым. Леня, Никита и ребенок войны Миша. И вдруг оказывается, что Леня и Никита – это Брежнев и Хрущев, которые всю кровь там, и Сталинградской битвы, и обороны видели, и выросли, в общем, самым ярким событием своей жизни – это война. И Горбачев, который войну видел только в отраженном виде, да? Он не ее участник. Ну, он не участник, но фактически он застал период войны, то есть он видел результаты этого. Был у него тоже ужас. И этим можно объяснить, почему советские руководители так часто говорили о мире. Это и Хрущев, да, Хрущев, несмотря на всю свою импульсивность, на то, как он там постоянно размахивал ядерной дубинкой, когда он фактически в 1962 году оказался на грани ядерной катастрофы, период Карибского кризиса, он очень быстро отошел от этой грани. Он не хотел этого, он прекрасно понимал. Пойдя на личное унижение, в общем. Фактически, да. Ему предлагал Фидель Кастро тогда, в октябре 1962 года, нанести превентивный ядерный удар по Америке. Это, кстати, подтолкнуло Хрущева к тому, чтобы вот найти выход из кризиса. После этого он часто говорил о том, что вот как может человек, такой как Кастро, настолько ослепленный революционной идеологией, как может он призывать вообще к ядерной войне? Ведь это такой ужас. Да? И он вспоминал о своем опыте во время Второй мировой войны. Он же был и в Сталинграде. У него и сын погиб, да? У него сын погиб, да. Сын погиб во Второй мировой войне. Даже он в своих мемуарах пишет об этом, что вот он говорит, я помню, как мы жгли трупы в Сталинграде. Складывали людей, там какие-то шпалы ложили, железнодорожные, поджигали. Мне, кстати, посчастливилось работать с этими документами в российских архивах до войны. Рассекретили фактически весь фонд Хрущева, и там можно, там тысячи страниц просто его записи бесед по любым вопросам, и он очень часто возвращался вот к этому военному опыту своему. И можно понять, что он не хотел повторения этого опыта. И то же самое с Брежневым. Брежнев считал себя таким человеком мира. Он пытался договориться с Никсоном о ограничении ядерных вооружений. Начиная с конца 60-х и в начале 70-х было заключено немало соглашений, потому что Брежнев не хотел ядерной войны. Но это и нормально. Какой нормальный человек захочет ядерной войны? Но он очень при этом часто вспоминал опыт Второй мировой войны. Он же тоже был участником событий. А он же это правда, да, что вот он так разговаривал, что над ним все смеялись, но это был результат контузии. Ну, есть такая теория, что это результат контузии, когда там была высадка возле Новороссийска. Горбачев то же самое, потому что, смотрите, мы подходим к концу 70-х, началу 80-х, отношения между СССР и США опять накаляются. Почему? Потому что у Советского Союза были вот эти вот новые ракеты, они по натовской категории они назывались СС-20. Это ракеты среднего радиуса действия, которые можно было использовать для того, чтобы там поражать цели в Европе. У американцев не было подобных ракет в Европе, поэтому они попытались улучшить свою позицию и отправить в Европу першинги. И вот на фоне вот этого противостояния между СС-2 и першингами, общего ухудшения отношений, вспомните, в 1979 году Советский Союз нападает на Афганистан, 1981 год ситуация в Польше опять там скатывается с рельсов, и Рейган приходит к власти в Америке, призывает к тому, что в общем, мы уничтожим империю зла и так далее. Вот это все привело к такой нервозности в советском руководстве. А там уже одни деды были. Есть такая теория, что советские руководители думали, что американцы готовы, в принципе, пойти на развязывание ядерного конфликта, на превентивные удары. Они очень боялись. Ну, вы знаете, нет. Во-первых, американцы бы не пошли на это, но вот есть непонятно, насколько советские руководители действительно верили в это. Некоторые историки говорят, что да, действительно, советские руководители очень боялись этого, что фактически осенью 1983 года там американцы проводили одну операцию, она называлась Able Archer. Это военная была операция, стран НАТО, фактически тренировка войск.
И есть такая теория, что советские руководители интерпретировали это как подготовку к ядерному нападению на Советский Союз. Смысл всего этого в том, что вот мы действительно, имеется в виду американцы, должны более серьезно подходить к тому, что действительно думают в Москве. Потому что вдруг они на самом деле думают, что мы хотим там развязать ядерную войну, да? А есть другая теория, что на самом деле ничего такого не было. Советские руководители никогда не думали, что будет ядерная война, но все равно проявляли какую-то нервозность, потому что отношения были действительно натянуты в начале 80-х годов. Помните, когда мы говорили про советско-китайские отношения, я сказал, что советско-китайские отношения начали улучшаться в начале 80-х. На это пошел Брежнев. Почему? Несмотря на то, что он ненавидел китайцев, он подумал, смотрите, отношения такие плохие с Западом. Почему бы, может быть, на этом фоне и китайцы не такие уж плохие, как мы думали, может быть, с ними попытаться улучшать. Мне кажется, в 1982 году, когда он сделал вот это свое известное заявление в Ташкенте о том, что он фактически было такой пальмовой веточкой по отношению к Китаю, я не думаю, что он очень там соображал что-то вообще происходит. Ему советники писали ему что угодно. Что он писали, то и читал. То есть он вообще был уже... Мне кажется, да. Он однажды на каком-то заседании в Азербайджане должен был рассказывать про Азербайджан. Вместо этого вытащил из кармана записку секретную об Афганистане и стал читать про Афганистан. То есть это уже был человек, который действительно не соображал, что происходит. Но понятно, что когда вот люди находятся, вот эти деды старые, по сегодняшним меркам, может быть, не такие уж старые. Но, тем не менее, вот, когда они находятся вот в состоянии такой нервозности, может быть, это очень плохо, да, потому что кто знает, на что они были способны. По крайней мере, когда Горбачев пришел к власти, это 1985 год, Горбачев тоже понимал, что ситуация очень напряженная, и что надо что-то делать с этим. И вот тогда, кстати, да, 1986 год, что у нас происходит в 1986 году? Чернобыль. Ужасная катастрофа. Горбачев на Политбюро говорит, смотрите, вот у нас только был один Чернобыль, и мы почувствовали на себе, что такое дыхание ядерной войны. Мы должны что-то с этим делать. И плюс, конечно, была экономическая составляющая, потому что Горбачев боялся, что американцы навяжут новый раунд ядерной гонки, и Советский Союз будет просто не способен будет противостоять этому, с точки зрения технологий. Поэтому, когда Горбачев встречается с Рейганом в Рейкьявике в октябре 1986 года, он предлагает Рейгану урезать все виды ядерных вооружений на 50%. Рейган пытается там что-то спрашивать, пытается уточнить какие-то вопросы, потом в конец запутывается и говорит, давайте сделаем так, давайте просто полностью уничтожим все ядерное оружие. И Горбачев ему говорит, хорошо, согласен. Так. Вы представляете такой момент, да, в истории ядерного противостояния двух держав, сверхдержав. Это все в документах. Можно посмотреть запись беседы, где они говорили об этом. Все уперлось в то, что Рейган настаивал на лабораторном тестировании системы противоракетной обороны. Она называлась «Звездные войны» или «Стратегическая ядерная инициатива» Strategic Defense Initiative. И Горбачев был против этого, потому что это давало бы возможность американцам, если что, сбивать советские ракеты. И вот там, в общем, такая вот путаница произошла, они долго об этом говорили, в результате соглашение не было достигнуто, тем не менее, это был действительно такой прорыв. И вот как историк, когда вы читаете такой документ, вы думаете, а что если бы вот действительно они договорились о том, чтобы полностью уничтожить ядерное оружие? Кстати, когда Рейган вернулся в Вашингтон, ему его советник по национальной безопасности, Пойндекстер его звали, написал меморандум, в котором фактически сказал, господин президент, больше не поднимайте этого вопроса. В этом смысле Путин, который родился в 1952 году, насколько он не боится войны? А вот здесь, да, совсем другой вопрос. У Путина не было этого опыта. И когда недавно у нас была годовщина Карибского кризиса, кто-то спросил Путина, ощущает ли он себя в позиции Хрущева или что-то такое. Тогда, помните, много говорили о потенциальном ядерном ударе. Это в первый месяц после начала войны полномасштабной. Да. Путин сказал тогда, что нет, что он, мол, не Никита Хрущев. Что он имел в виду? Вот очень интересный вопрос. Может быть, он имел в виду, что если бы он оказался в ситуации Хрущева в октябре 1962 года, он бы не делал уступки американцев. Кстати, с точки зрения историографии,
Можно вот задаться таким вопросом. А если бы Хрущев не отступил в октябре 1962 года, была бы у нас ядерная война или нет? И некоторые историки утверждают, что нет, потому что Кеннеди был готов пойти на уступки, и что Хрущев просто испугался первым и отступил. И, может быть, на этом основании Путин вот думает, что вот он не будет так бояться этой ядерной угрозы, что вот, если что, типа он не станет Хрущевым. Конечно, я думаю, что мы все должны быть благодарны Никите Сергеевичу Хрущеву, что он все-таки боялся ядерной войны. Потому что, когда два барана встречаются на мостике над рекой, кому-то все-таки надо уступить. Да. В этом смысле, когда как историк вы все-таки видите, да, что многое повторяется. История повторяется. Что да. вы испытываете как фарс, по этому да? поводу? Как фарс. Вот уже непонятно, как что. А что я испытываю по этому поводу? Я просто вижу, насколько интересна история. Я никогда не думал, когда я начинал исследования по истории холодной войны, что... Они будут так актуальны? Что это все будет так актуально, да? И вот сейчас, когда смотришь, понятно, что то, что происходит сейчас, это не совсем повторение прошлого. Все по-другому. Но есть некоторые элементы, которые все же остаются. Когда говорят, насколько вот сегодняшняя ситуация напоминает ситуацию холодной войны, некоторые говорят, что нет, совсем это все абсолютно другое, потому что сейчас нет противостояния идеологии. Там путинизм это фактически не идеология. Что такое путинизм? Никто не знает, что это такое. По сравнению с коммунизмом, да, который представлял систему организации, экономической организации, политической, социальной. Это вообще структура да, верования. Структура, да. А сегодня путинизм – это идеология. Или то, что там в Китае у них, да, вот социализм с китайскими характеристиками. Тоже непонятно, что это такое. Но, тем не менее, многие историки скажут, что сейчас не холодная война, именно вот потому, что нет вот этого глобального противостояния идеологии. Я смотрю на другие вопросы. Я смотрю, во-первых, есть ли геополитическое противостояние? Оно было во время холодной войны, очевидно. Противостояние Советского Союза и США, и даже Советского Союза и Китая. То есть это была такая трехсторонняя уже холодная война, где-то начиная с 60-х годов. Насколько это противостояние касается разных сторон жизни, общества? Насколько это глобальное противостояние? Я думаю, что можно сказать, что это действительно сейчас тоже глобальное противостояние. Тогда вот были такие прокси-войны. Да? Советский Союз и Америка боялись напрямую сталкиваться, поэтому они воевали руками там Китая в Корее или вьетнамцев, или в Африке, там было много разных конфликтов. Можно ли сказать, что сейчас у нас есть прокси-войны? Можно рассматривать войну в Украине как такую прокси-войну. В принципе, я думаю, что это не слишком будет удивительно. С точки зрения Китая, это и есть прокси-война. Почему они не хотят поражения России в Украине? Так это потому, что они боятся ослабления России как потенциального союзника Китая в конфронтации с Соединенными Штатами. То есть Китай рассматривает Россию как свою прокси-страну. Фактически можно так сказать, да. То есть этот элемент повторяется в какой-то мере. А ядерное оружие, нельзя забывать об этом. Некоторые историки вам скажут, что сейчас ситуация в мире напоминает скорее ситуацию, предшествующую Первой мировой войне, потому что система альянсов существует, опасность сползания к конфликту есть из-за, не из-за каких-то там планов начинать войну, а просто так случайно, как это случилось в Первую мировую. И мне не нравится эта аналогия. Почему? Потому что в Первой мировой войне не было ядерного оружия. И когда мы говорим сейчас, насколько играют роль ядерные вооружения, это абсолютно очевидно, что они играют колоссальную роль, продолжают играть колоссальную роль. Почему, например, политика США в отношении Украины при байденской администрации была настолько аккуратной, я бы сказал. Потому что для Америки выживание Украины не было никогда приоритетом номер один. А что тогда для Америки было приоритет номер один? Это избежание ядерной эскалации с Россией. Они боялись ядерной войны. Разумно боялись. Можно говорить о том, что Путин блефует, что он там размахивает ядерной дубинкой, на самом деле он ничего не может сделать. Если вы смотрите на эту ситуацию с точки зрения американской администрации, вы просто не знаете, что действительно он думает. Да? То есть здесь надо судить не столько по тому, что Путин хочет или не хочет делать, а потому, что он может или не может делать. Есть ли у него возможность начать ядерную войну?
такая возможность имеется. Значит, надо это воспринимать серьезно. То есть вот этот ядерный фактор продолжает играть очень большую роль в подходе держав к внешнеполитическим конфликтам. Это видно и по российско-американским отношениям, это видно и по американским отношениям с Китаем. Вот. Это, опять же, продолжение холодной войны в какой-то мере. Экономическая составляющая, ну, здесь вот немножко по-другому. Кстати, об этом многие скажут историки. Они скажут так, что во время холодной войны Советский Союз зависел во многих отношениях от стран Запада. Он был встроен фактически в экономическую систему Запада, потому что торговал нефтью и газом. Но Америка никогда не зависела от Советского Союза. Это тоже правда. Вот. Сейчас же ситуация очень отличается. В отношениях США-Китай огромный торговый оборот. Вот экономическая, финансовая система очень взаимосвязана. То есть здесь надо быть предельно аккуратным и не допускать скатывания к конфликту, потому что это может аукнуться и по своей экономике тоже. Да? То есть есть различия, есть и определенные схожие моменты, есть различия, но, может быть, и неправильно говорить, что сейчас у нас вторая холодная война, но, по крайней мере, почему я вот люблю рассказывать о холодной войне, потому что мы можем вернуться к тому периоду и говорить, да, вот смотрите, что-то мы вынесли из этого, вот какая-то история, вот что мы из этого вынесли, насколько это может нам помочь понять то, что мы видим сегодня. Вот для этого и нужна история. Можно ли в числе основных триггеров холодной войны назвать страх, реваншизм и чувство обиды? Ну, смотрите, чувство обиды, чувство собственного достоинства и так далее, это всегда было, это не только фактор в холодной войне, но и, не знаю, в древнегреческих войнах, посмотрите, там древнегреческий историк, вот Thucydides по-английски, Фукидид, пишет в Пелопоннесских войнах, в истории Пелопоннесских войн, что люди руководствуются интересами, страхом, достоинством. Угу. 3 факторами. И вот эти факторы надо понимать. Интересы, интересы всегда какие-то есть. И во время холодной войны были геополитические интересы. Наверное, сейчас есть какие-то геополитические или денежные интересы. Хотя вот я не знаю, вот хоть убей, я не пойму, зачем Россия и Украина, особенно Восточная Украина, что там. А вот тут появляется реваншизм. А вот это другой вопрос, да. Страх, это страх безопасности, там можно сколько угодно говорить про там злое НАТО, как оно распространяется куда-то на восток, и вот, конечно, надо оберегаться от НАТО и так далее. Это вот страх, да, интересы, экономические интересы, которые могут быть, а могут и не быть в случае с Украиной, были, наверное, в случае с холодной войной, а вот это вот чувство обиды, это, конечно, есть. И оно было, кстати, и во время советского противостояния с Америкой. Хрущев очень часто об этом говорил. Он все время думал, что вот как-то пытаются, там, не американцы на него смотрят свысока на него и так далее. Да? Есть такой анекдот очень интересный, когда первый раз кто-то там летел в США, по-моему, Фрол Козлов полетел в США на каком-то новом советском самолете. Так вот, этого самолета, когда он прилетел в Америку, у американцев не было трапа, чтобы он доставал до двери. И Хрущев так обрадовался этому. Смотрите, у американцев даже трапа нет, у нас такие самолеты. Да? Ему очень хотелось вот этого показать, вот это вот советское превосходство, потому что он считал, что американцы на него смотрят свысока. Но я вам скажу, что в 1959 году в Москву приехал Ричард Никсон, он тогда был вице-президентом. И вот это привело к одному из самых смешных эпизодов холодной войны, когда Хрущев и Никсон перед телекамерами стали обсуждать превосходство американского строя, когда Хрущев сказал, что вот мы тоже там мух ноздрями не бьем. А Никсон стоит, а ему переводят, ему переводят на английский. И переводчик ему говорят, что вот we do not kill flies with our nostrils, буквально, да, мы мух ноздрями не бьем. Никсон такой, о чем это вообще? Идея была в том, Я думала, вы пошутили. Нет. Что американцы умные люди,
Мы всегда в этом верили и знали. Ну что, глупые люди не могли бы поднять экономику на такой уровень, которого не достигли. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, ноздрями бьем. А за 42 года, знаете, так шагнули, значит, да, что достойные партнеры. Но там идея была в том, что вот они приехали на эту выставку американских товаров в Москве, и Никсон показывал, что вот в Америке, значит, у нас есть посудомоечные машины. Хрущев, да, что это такое? Вот мы лучше делаем там, да, вот такого типа. Что это было такое? Это указывало на то, что Хрущев очень, ну то, что не, может быть, стеснялся, может быть, он все равно чувствовал себя каким-то... Ну, слушай, ну он же не дурак, у него нет посудомоечной машины нормальной, и стиралки нет нормальной. Ну, он вот как-то ущемленным себя чувствовал Ну, да. в такой ситуации, что вот американцы хвастаются своими товарами, а вот мы тоже можем. Потому что мы-то советская система, а в результате советская система провалилась, потому что не смогла конкурировать с американской. И вот это вот чувство такой ущемленности всегда присутствовало также и в холодной войне. Ну а когда мы доходим до 90-х годов, то у нас фактически происходит, что вообще развал империи. И, конечно, люди, оказывается, люди, у которых была там какая-то великая идея, великая империя. Во-первых, идея, во-вторых, империя, которые чувствовали... Ну, скорее себя идея, всем. чем империя. Ну и то, и другое. И то, и другое. Все-таки вот советский империализм, это же что? Это было, да, это вещь. Эти люди оказываются фактически не у дел. Россию перестает играть какую-то значимую роль, когда, например, происходит событие на Балканах, то есть боснийский конфликт. Ну, с Россией особо не считаются. А где-то сидит Путин и копит свои обиды. А не только Путин. Вы знаете, очень интересно, есть документы. Сейчас вот начинают рассекречивать документы 90-х годов. Особенно американцы начинают рассекречивать. Я недавно смотрел, был суперинтересный какой-то документ, по-моему, 94-го года, где министр иностранных дел Андрей Козырев, считается, что это вообще лучшее, что у России было в плане либерализма. Так вот, Козырев встречается с Уорреном Кристофером, который тогда был госсекретарь. И там такая большая продолжительная запись беседа на где-то 40 страниц, где Козырев говорит, ну вот смотрите, вот все эти из СНГ, они жалуются все время на нас, что мы там их ущемляем. Вы их не слушайте, говорит. Вот вы лучше нас слушайте, потому что мы вот вам поможем. Мы тут разберемся с этими товарищами, да. И вот когда читаешь, ну я, конечно, утрирую, немножко перефразирую. Кто хочет, может посмотреть этот документ, он есть в базе данных Госдепартамента. Читаешь, думаешь, вот даже Козырев считал, что, ну как, Россию лишили каких-то прав. Вот она была такой великой державой, а смотрите, что с ней стало. И Ельцин, помните, что произошло с Ельцином, когда Ельцин пригласил Клинтона в 95-м году на парад Победы. Клинтон приехал, лучшие были времена по сравнению с сегодняшними. Приезжает Клинтон, у них состоялась беседа, где Ельцин начинает жаловаться. Клинтон говорит, вот смотрите, вы тут расширяете НАТО на восток. Это же унижение для России. Вот он этими словами говорит, это просто унижение для России. Вы представляете, да, насколько это он прочувствовал сам, он понимал, что это такое. Потом 99-й год, когда вот начинается операция НАТО против Сербии в контексте Косово. Тот-то, по-моему, Явлинский встречается с американскими дипломатами и говорит, смотрите, вот вы сейчас то, что вы делаете в Сербии, это фактически усиливает националистические настроения в России, вы подрываете демократию в России. И сейчас, когда читаешь эти документы, думаешь, ну, может, вот правда есть какая-то в этом доля правды с точки зрения России, тогда вот это вот весь этот американский односторонний мир считался таким унижением. А с другой стороны, если вы посмотрите на этот вопрос с точки зрения, например, восточноевропейцев, они скажут, ну какое унижение, что вы тут пристали со своим унижением? Вы нас унижали на протяжении скольких десятилетий, начиная с 1945 года, фактически постоянно нападали на нас, то на Венгрию в 1956 году, то на Чехословакию в 1968 году. Мы хотели от вас избавиться и вступить в НАТО, например. Это наше право. Почему мы должны были там, не знаю, присмыкаться перед вами, вы проиграли холодную войну, до свидания, мы вот вступаем в НАТО. И их точку зрения тоже можно понять, да, потому что вот сейчас вы поедете в Польшу, поедете там, я не знаю, в Прагу, ну, в страны Балтии, и они скажут, а почему мы должны вот молиться на Россию, считаться с ее там интересами? Входить в положение как минимум. Входить в положение, а кто в наше положение входил? Вот Сталин аннексировал в 1940 году, вот, пожалуйста, депортировал там полнаселения куда-то в Сибирь.
И, конечно, вот тоже обида есть на То есть это, ко всем да? вот этим причинам, которые были прежде, прибавилась обида, Да. реваншизм и вот это чувство такого сложного желания отмщения. Ну да. А вот Россия – это как раз такая страна, которая и сама унижена, и других унижает. Вот надо как-то выходить из этой ситуации. Наверное, начинать с того, что время империи закончилось, может быть так. Закончилось? Ну, я надеюсь на это. С точки зрения прямо вот сегодня, 26-й год, мысль о том, что время империи закончилось, Слишком рано, да? была Продолжают. преждевременной. Захватываем Украину. Для чего? Что там создавать? Непонятно. Зачем она нужна? Надо вкладываться в технологии, строить какую-то там Кремниевую долину, не знаю, там как Илон Маск улетать куда-то в космос, колонизировать Марс в конце концов. Зачем нужна вот Украина, да, она для чего? Ну, в 19 веке, понятно, там создавались какие-то гигантские империи, там в Африку кто-то там захватывал, ресурсы какие-то были. Что, у России нет ресурсов? Есть ресурсы. Зачем это надо? Вот А как вы себе объясняете, чем Путин руководствуется, зачем ему это надо? А мне кажется, вот это вот как раз чувство вот этого реванша, то есть обиды какой-то, да. У меня есть помощник, студент, я его отправил в немецкие архивы, он сам немец, посмотреть информацию там в немецких документах за 90-е годы. Так вот, он мне прислал накануне, он прислал мне забавный документ. 94-й год. Какая-то немецкая делегация приезжает в город Санкт-Петербург встречаться с Путиным. Уже прям с Путиным? 94-й. Ну, он там был заместителем мэра у Собчака. Встречается с Путиным. Речь заходит о Украине. Можете представить себе, да? И Путин начинает рассказывать, как вот развал Советского Союза – это такая травма, там права русских, русскоязычного населения, и вообще там Украина – это искусственная страна и так далее. Вот читаешь это все, 94-й год. В 94-м году это удивительно, да, насколько вот люди говорят одно, у них вот сформировалось что-то в мышлении, я не знаю, что он там вынес, откуда он это вынес. Ну, может быть, в 89-м году он же был в Дрездене, да, когда У вот него, да, очень интересный в этом смысле трек, то есть он не ребенок войны, Да. и он послевоенный... Для него травма – это вот развал Советского Союза. Он что-то вынес для себя, и уже в 90-е годы сформировалось у него вот это вот мировоззрение, которое без изменений доводит нас до вторжения России в Украину. Я думаю, что Путин – это не исключение. Скажем, Трамп, возьмем Трампа. Если вы посмотрите интервью Трампа в 80-е годы, про что он там рассказывает? Он говорит то же самое, тот же Трамп говорит последние 40 лет одно и то же. Путин тоже. Смотришь, оказывается, он говорит одно и то же. Хотя, у него были другие какие-то моменты. В начале 2000-х он там что-то говорил даже о демократии, как вы помните. Быстро все это забылось потом. Вот, поэтому, да, травма есть какая-то. Но в этой конфигурации участников новой холодной войны, назовем ее так, каковы шансы на то, что она станет горячей, в смысле ядерной? Я пессимист. Если с точки зрения смотреть такой долгосрочной перспективы, в 1945 году была одна страна с ядерным оружием. В 1949 их стало две. Потом присоединилась Великобритания. Потом Франция, да? Китай 1964 год. Потом у нас израильская ядерная программа. Индия и Пакистан. Что у нас? Северная Корея. И вот чем дальше, тем больше стран получают ядерное оружие. И поэтому возникает вопрос, насколько увеличивается вероятность того, что кто-то в конце концов все-таки решит использовать ядерное оружие для того, чтобы там, не знаю, решить какие-то свои проблемы. И мне кажется, что в исторической перспективе, в долгосрочной перспективе это все-таки произойдет. И я очень опасаюсь этого. Я просто знаю, как историк холодной войны, сколько раз были моменты во время холодной войны, когда мы стояли на грани ядерной катастрофы. Это даже не только Карибский кризис, да, была фактически ситуация конфликта на грани с ядерной катастрофой в Берлине. Там после того, как воздвигли стену в 1961 году, была вот конфронтация. С американской стороны были танки, с советской стороны они потом отвели эти танки. Разрулили ситуацию, но это тоже могло вылиться в ядерный конфликт. В начале 80-х, да, тоже была такая ситуация. Было вот много каких-то локальных конфликтов, где ситуация использования ядерного оружия могла иметь место. Например, американские военные предлагали
президенту Эйзенхауэру использовать ядерное оружие против Китая в 1958 году. Помните, я рассказал вам про кризис, когда китайцы открыли огонь по этим островам. Американские генералы рассказали, давайте как долбанем по ним. Эйзенхауэр, как сам генерал, сказал, нет, давайте лучше не будем. Во время Корейской войны, как известно, Даглас Маккарти, который руководил союзными войсками в Корее, тоже предлагал использовать ядерное оружие. То есть было много моментов во время Холодной войны, когда страны находились на грани использования ядерного оружия. Чем больше таких стран и чем больше моментов, тем, кажется, больше риск сползания к ядерной конфронтации. Это не значит, что она неминуемо прям начнется там в ближайшие 2 или 3 года. Но если брать долгосрочную перспективу... Помните фильм «Планету обезьян»? Когда он там, оказывается, кто там герой, там по пляжу идет и говорит, вы все-таки сделали это. Вот я так думаю, что все-таки это сделают. Очень печально. Никогда вы не думали о том, чтобы вернуться в Россию и жить там? Нет. Спасибо. Я очень неплохо устроился и нашел себя на Западе. Знаете, я уехал, когда мне было 15 лет. Ну, у меня совсем какая-то другая жизнь. Я не страдаю вот от той ситуации, в которой находятся многие релоканты, иммигранты из России в последнего периода. Люди, которые учились в России, жили в России. И которые, приехав на Запад, часто не могут найти себя. Может, у них какая-то профессиональная карьера, которая у них была в России, не складывается на Западе. Может быть, они там скучают по российскому обществу. А для меня это никогда не было проблемой. Я себя ощущаю вот реально безродным космополитом. Конечно, я связан как-то, да, то есть у меня родители из России, по сути, в принципе, с Украины, потому что у меня украинская семья, там бабушки, дедушки и так далее. Как они там оказались на Сахалине на этом? Это очень сложно. Это же вообще история России, это история войн и революции, поэтому с каждой войной и революцией или с каким-то там голодомором или куда-то люди ехали, или высылали, или сами ехали. И на Дальнем Востоке живет очень много выходцев из Украины, на самом деле. Это зеленый клин, так называемый, да, там начиная еще, по сути, с царских времен, а потом мои бабушка и дедушка с маминой стороны уехали туда в период голодомора на Украине. Со стороны отца там тоже очень такая сложная история переездов, работы по... Как тогда называлось? По направлению, да, вот это вот в советской системе называлось, когда просто высылали куда-то людей, чтобы они работали. Вот, наверное, так как-то получилось. И я родился как раз на Дальнем Востоке уже. Потом переехал на Сахалин, когда мне было, с родителями, когда совсем маленький был. Но здесь вы себя чувствуете своим, например, в Великобритании? Я себя чувствую человеком, который нигде не свой. Я не подхожу нигде абсолютно. А тяжелое чувство или все равно вам? Нет, мне все равно, потому что у меня, может быть, это и играет какую-то роль психологическую, я не знаю, но, смотрите, я не вырос здесь, да, то есть я, понятно, что я знаю английский, но я точно не говорю на английском с валлийским акцентом, то есть сразу можно определить, что я не отсюда. Я живу в Италии, но я говорю по-итальянски, но понятно, что я не оттуда, да, у меня нет никаких проблем общения с итальянцами, очень их люблю. Вот, в Китае то же самое. В Китае сразу видно. Там даже и рот открывать не надо. Сразу видно, иностранец. Да, вы смешаетесь. Да, иностранец. Поэтому чувствуешь себя, как будто ты вот где-то находишься не в своей среде. А что такое своя среда? Что такое моя среда вообще? Это среда академиков всяких, интеллектуалов, там, людей, которые вот имеют подобную профессию, с которыми я общаюсь ежедневно. У нас похожие интересы, разные абсолютно паспорта и общее видение мира, или, по крайней мере, схожее. Вот. И это вот действительно моя, скажем так, нация. Как вы думаете, российская история политических репрессий окончится вместе с окончанием украинской войны, или это не связанные между собой процессы? Я думаю, эти процессы связаны, но российская история политических репрессий имеет слишком глубокие корни, чтобы так быстро закончиться. Мне кажется, это еще долго. Но, вы знаете, я до этого говорил, что я пессимист. Может быть, и не надо быть таким пессимистом, потому что, смотрите, никто не мог предугадать, что Германия, которая там в 30-е годы вот была таким ужасным государством с нацистской идеологией, вдруг станет свободной, демократической, процветающей страной. Это же произошло. Япония тоже так смогла себя реформировать. Никто не знал, что Советский Союз развалится. Все думали, что он будет вечно существовать. Не все, конечно, может быть, кто-то и думал иначе. Вот. Поэтому история истории, а будущее непредсказуемо. Вот. Остается только надеяться на лучшее.
готовясь к худшему. В детстве нам говорили, что так или иначе добро победит зло, да? А теперь скажите мне, как историк, так или иначе так будет или все-таки скорее нет, чем да? Вот это каверзный вопрос, да, потому что как историк, наверное, мне надо начать с того, чтобы проанализировать, что такое добро и что такое зло. Но это слишком нас углубит в такие дебри, из которых я потом не выберусь. В 19 веке, знаете, была такая теория прогрессивной истории. То есть история ведет человечество к улучшению, самоулучшению. В конце все будет прекрасно, все будет замечательно. Да, она в начале 20 века тоже работала. Ну да, потом что произошло в 20 веке? Это войны, Первая мировая война, Вторая мировая война. И потом историки, так сказать, встали перед таким вопросом, а куда все-таки ведет история? Действительно ли будет улучшение человечества? Если так, то почему мы оказываемся в такой ситуации каждый раз? И возник такой вот исторический цинизм. Нет, цинизм неправильное слово. Пессимизм, наверное, да, пессимизм правильнее было бы сказать. Исторический пессимизм, что история не имеет никакого направления. Она может завести нас, может быть, куда-то и в лучшее положение, в лучшую сторону, а может и к ядерной войне привести. Поэтому я скорее пессимист. Вы знаете анекдот, да, про оптимиста и пессимиста? Что пессимист – это информированный оптимист. Нет, другой. Пессимист говорит, что хуже уже не будет, а оптимист говорит, да будет еще. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Наверное, справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Свобода. Правда или безопасность? Так, вот это вот два слова, которые трудно сочетаются. Потому что правда – это такое сложное понятие. Безопасность можно легче понять, да? Правда или безопасность? Часть меня, конечно, хочет сказать правда. Но только, мне кажется, это будет слишком напыщенно. А вы как бы сказали? Нет. Родина или истина? Что такое Родина? Вот это вот очень интересный вопрос, да? Истина – это та же самая правда. Я вот понимаю, что такое правда и истина, они могут иметь разные там грани, и для разных людей может быть разная правда. Вопрос о Родине для меня это достаточно сложный вопрос. Да? Почему? Я родился в Советском Союзе, в семье с украинскими корнями. В 1995 году я уехал из, тогда уже это была Россия. Где для меня Родина? Это Россия? Или, может быть, какая-то другая страна? Или, может быть, это мир вообще весь? Я вообще себя представляю таким гражданином мира. Мне мои эти идеалистические представления быстро заканчиваются, когда я прилетаю в какой-нибудь аэропорт, и надо проходить паспортный контроль. Я говорю, а где? Почему вы меня не пускаетесь? Нет. Вот, поэтому да, Родина. Родина это, наверное, для меня все-таки. Жить в учебнике истории или писать учебник истории? Писать. Жить – это, конечно, супер интересно. Но, вы знаете, для меня это понятия совместимые, потому что я и живу, и пишу. Но что интересно, события, которые происходят сейчас, очень влияют на то, как мы воспринимаем и пишем историю. То есть, как историк могу это сказать. Вообще это не должно происходить. То есть, мы должны вроде по идее, по теории подходить к истории как чисто такой объективной науке и не фильтровать историю через свое восприятие. Но это же в реальности невозможно. Сейчас мы и живем в истории, и такие люди, как я, тоже пишут историю, но мне кажется, это все-таки происходит одновременно, и отфильтровать невозможно. Чем все кончится? Я думаю, что все плохо кончится. Отличное начало, спасибо.